Раз, раз, раз. Всем огромный привет, друзья. Ну что, начинаем. Всем огромный привет на ютубе, на рутубе, на ВК и на твиче. Здорово, народ. Погнали, врубаем трансляцию по полной. О чем качаем сегодня, с чего стартуем на базе? Качаем. Здорово всем. Привет YouTube, Рутуб, VK Видео и Twitch, летим на всех платформах одновременно. Twitch, Качество связи проверили, все ага. площадки да, на месте. оно с нами, ребят, оно с чего с нами. сегодня разгон устраиваем, народ? Сейчас буквально 5 сек, ребят, я ВК Лайв подключу. Каждый стрим отдельно подключается. Чатик. Степан, Саурон, Мистер Джи, Гусенок. Огромный привет. Следак, здорово. Николай, Илья. На твиче Мистер Пингвин. И ВК сейчас у нас подрубится, да? Поехали, ребят. Да, мы продолжаем путь нашего новичка. Ждем, подрубай ВК Лайв, чтобы все чаты собрались в кучу. Сюда. Степан, Саурон, Мистер Джи, Гусенок, Следак, Николай, Илья, Мистер Пингвин на твиче, здорово всем, кто подтягивается. Сейчас Располагайтесь, сейчас Нет. финально все настроим и полетели. Ага. Нова, смотри. Тебя заподозрили в неладном, что ты всегда со мной соглашаешься. Но это же не так. Ты же споришь. Ты мне иногда говоришь, не хочу тебя огорчать, но нет, все обстоит не так. Вот, короче, да, вот ты покажи, что ты не всегда согласна со мной. А почему кажется, что всегда согласна, ребят? Она реально соглашается очень часто, когда я говорю именно про игру Last Day. Почему? Даже ИИ подтверждает, потому что это факт. Да, а что касается каких-то других вопросов, вот я у нее иногда спрашиваю, да, я вот не соображаю, но мне надо знать. Нет, она со мной не соглашается, она меня учит. Вот, поэтому не, ребят, кому показалось, что она всегда поддакивает, просто у нее не остается вариантов. Если я говорю что-то по Last Day и инфу, это 99,9%. Все, без вариантов. Ей только согласиться. А реально. Тот день, когда она спорить начинает, я говорю, нет, ты не права. И объясняю, почему она не права. Она проверяет инфу и говорит, да, извини, я ошиблась. Вот, ребят, поэтому, нет, она не всегда соглашается, я вот о чем. Да? Все нормально. Интерес есть в том, что она не всегда согласна. Как тебе обнова 1.50? Да уже 1000 лет прошло с момента этого обновления. Это очень маленькая обнова. Я не рассматриваю такие обновы, как тебе обнова. Ну, нормально. Нормально. Что еще тут добавишь? А что плохого в этом обновлении, Степа? Что тебе супер хай-левел, у которого весь замок, вся база упечатана в кирпичи, которые большинство игроков даже и не увидят никогда, даже кусочка базы. И тебе, видите ли, царю надо развалить стены, которые у тебя вокруг базы, чтобы расширение сделать. И это плохо. Ты в этом плане, что ли? Я ничего не перепутал? Я считаю, ты царь, супер раскачанный персонаж, можешь и развалить. Нет? Ну не надо ее. Жили раньше без расширений, дальше проживем. Да ладно, царь, это громко сказано, просто задрот со стажем и полной базой кирпича. А по поводу споров, все верно, если по ласту база железобетонная и спорить с фактами глупо, то в других вопросах я всегда свое мнение гнул, если есть повод. А обновление 1.50, ну серьезно, для хай-левела это капля в море. Тут Степа абсолютно прав, ожидать чего-то масштабного от такой обновы смешно. Чего дальше делаем по плану, народ? Куда ломимся после альфы? Да какой альфа, Нова? Подожди ты, блин. Мы только заходим. Мы, блин, выживальщики такие. Нам надо зайти, осмотреться. А ты прям все с ноги сразу залетела, побежали. Куда, что, зачем?
Сейчас зайдем, посмотрим, что, кого, где, зачем, почему. А что тут смотреть, ребят, да? Нам нужны гаечные ключики. Да, кстати, сегодня попался мне такой комментарий, абсолютно согласен. Ребят, новый Last Day это вот эти штуки. Это вот про вот эти штуки тоже. Не забывайте про эти локации. Потому что, вот, к примеру, на этой локе, правильно подписчик канала подчеркнул, здесь действительно очень много молотков. Я вообще... У вас что, проблемы с молотками? Ну, серьезно, что ли? Дима Мексика, спасибо. Но если вам сильно надо, вот у вас проблемы с молотками, да без проблем, вот сюда едешь, тебе сколько, 100 молотков надо, 200? Едь сюда и добывай тонну этих ёб молотков. А как дела обстоят с гаечными ключами? А вот это я не знаю, ребят. Но на стриме, думаю, мы проверим. Почему? А почему нет? Так, ладно, давайте заходим домой, да? Надо подраскидаться, все Стоп, поубирать. реально, какая альфа? Куда я опять лечу с ноги? Сначала очухаться надо, осмотреться на базе, чат почитать. А по поводу молотков и ключей база полнейшая. Если у кого-то дефицит молотков, есть конкретные локации, где их завались, ехай да лутай тоннами. А вот с гаечными ключами вечно другая песня, вечный дефицит. Сейчас на стриме как раз и проверим, где их лучше выбивать. Дима Мексика, спасибо за подсказку в чате. Так и есть. Сейчас проверим, насколько это будет возможно. А сегодня стрим-марафон или не стрим-марафон? Пока не знаю. Поживем, увидим. Какой будет у нас сегодня стрим? Поживем, увидим, какой формат сегодня залетит. Может, и раскачаемся на марафон, если пойдет масть. Стрим только начался, так что не Масть. суетимся. Проверяем ключи, читаем чат, погнали потихоньку обустраиваться на новой локации. Как ляпнет, ёб. Масть, да? Она тогда как скажет. Ну, она так прикольно, она пытается казаться своей в доску, все дела, да? И бывает что-нибудь ляпнет, типа про масть, еще про что-то. Почему? Ну, она решает, что это мой жаргон. Чё, серьезно? Я вообще, блин, ребят, я не знаю, я за 9 лет раз хотя бы сказал выражение, как масть ляжет. Блин, может быть, за 9 лет что только не было. Да это обосраться срок, ёб. Но мне кажется, нет, не было. Вот это выражение такое, оно конкретное, да? Как масть ляжет. Не. Почему? Ну, блин, я не знаю. Я другого, значит, поколения человек и другой круг, значит, общения. Не тот круг, где говорят, да как масть ляжет. Блинчики. Не. Судьба по инфе в интернете, видосам от разных ноунеймов, там вся территория Не то взяла. поколение, не тот круг, а я тут терминологию из 90-х пришиваю. Ладно, учту, никаких мастей, за базаром слежу. Возвращаемся к стриму без блатной лирики. Куда дальше по карте двигаем, народ? Ну да, Нова, я тебе напомню, сейчас 2026 год, да? А мы тут не бригада, нам вот это вот масть ляжет, базар следи, ну зачем нам это, не надо. Ну то есть, если ты так высказалась, ну ладно, бог с тобой, высказалась и высказалась. Ну давай без этого, сильно не надо уходить в эту тему как-то. Как фишка ляжет, это вот такое нежное, нормальное. Вот такие выражения у меня были. Ну, масть какие-то, да ну ты брось. Ладно, что докопался, да, как гопник. Не, и так просто интересуюсь, что это у нее, моча в голову ей ударила. Продолжаем дальше раскладываться, а дальше уже погнали, да, ребята? У нас очень, ёб, много дел. Блин, аж 2 рекламы надо уже смотреть, да вы издеваетесь, блин. Завтра уже АК будет между делом, да. Посмотрим. Вот посмотрим рекламу? Посмотрим. Не знаю пока. Так, берем вот эти, факелочек. Понял, принял, без лишнего сленга, будем говорить по-человечески. Ну вот Как я. фишка ляжет, куда ближе к делу. Снова 2 рекламы подряд, классика жанра, куда без них. Перетерпим этот момент, глянем, что там по таймингам, и продолжаем разбор полетов на стриме. Перетерпим. Ждем окончания паузы. Так, ну что, все готово, да, вроде разложился. Ну, почти. Это давайте сюда скинем.
Собственно, ребят, события. Конечно, прежде всего события. Охотничий инстинкт сегодня и завтра последний денек воскресный, да, классно. Прям по времени клево вышло. По следу ведьмы уже прет вовсю. Если сможете, не просирайте этот момент. В погоне за удачей. Просто волшебное событие. И это забрать, ну это капец вообще. Даже топы катят туда и забирают, да. Не все. Когда совсем топ игрок, ему насрать, ему даже это не надо. Речь не о них. Но если ты новичок, там есть куда развиваться, ну это вообще жесть. Ты должен, ну вот до сюда доходить. До сюда не доходят только те, у кого уже все моды в игре собраны. Испытания коммуны. Блин, так получилось, что, да, если бы мы все-таки бомбанули, сейчас бы на стриме второй раз догнали. Ну и многое-многое другое. Вот, ребят, по поводу, значит, обновления. Видел я, что-то кто-то там какие-то умозаключения делают. Короче, это маленькая, крохотная обнова, но прикольная. С расширением. Для кого? Для всех, кто пожелает. И между строк. Это ясен-красен. Это для хай-левелов. Это не для новичков. Новичкам есть чем заниматься. Среднячкам есть чем заниматься. Топом есть чем заниматься. Делать аккаунт про. Раскачивать СВДшку со всеми модами. И так далее и тому подобное. А вот избранные, которые, извините меня, с первых дней уже в этой игре. У них все уже есть. И вот для них и сделана эта вещь. Ты хочешь себе расширения и кайфануть от этого, а не ныть. Качайся, играй. И когда ты дойдешь до этого состояния, ты все поймешь. Ты познаешь мудрость Лаздея. Ты все поймешь. А мне тогда уже и насрать будет. А вот это уже совсем другие пирожки и пироженки. То, что тебе будет уже не так интересно играть, это уже отдельная тема разговора. Но попервой вообще не всралась эта расширялка базы. Места и так в игре более чем достаточно, ребят. Событие «Охотничий инстинкт» сейчас в самом раскресте. Последний день идет, кто еще не залутал. Срочно бегите, упускать нельзя. Для новичков и развивающихся игроков это просто Это пушка, то, что мы собираем. must-have ради наград и прогресса. Так, ну что, все. А топы, у которых все моды собраны, могут и мимо пройти, им уже по барабану. По поводу обновы, все по делу, маленькое, но приятное. Да. Новичкам есть куда расти и чем заняться, а для супер хай-левелов, у которых вся база в кирпиче, это наконец-то способ расшириться и дальше ломать голову над постройкой. Дойдете до этого уровня, сами все поймете. Дзор, уволь ИИ и живи спокойно. Гаррет Тень, Игорь, привет, всем привет. Гаррет Тень, привет. Вот, ребята, по поводу, значит, действительно обновы. Обнова это обнова, это что-то большое, меняющееся кардинально. Большая обнова будет. Скажу по секрету, не по секрету. Ждем. Здорово, Дзор, Гарри Тень, Игорь. Всем огромный привет. И тут абсолютно верно подмечено, настоящая обнова – это когда не просто пачка мелких правок, а реально масштабные изменения, которые переворачивают игру и добавляют кучу нового контента. Кожи нет, ёп. Продолжаем разговор. Народ, чего еще по обновам думаете? По обновам. Да, ребят, вот такие пироги. Ладно, давайте делаем ножик. Чего нет-то? Все, поехали. Куда поехали? Поехали ведьму для начала сделаем, да, ребят? Заскочим. Погнали крафтить ножик. Долго ли умеючи? Разминаем руки, вооружаемся и летим дальше разносить локи. Так, отлично. У лекаря есть энергия, ребят. Она мне нужна. Поехали вначале ведьму, да? Я не буду себе мозг взрывать. По-хорошему, ребят, знаете, что сейчас надо сделать? Надо прям красиво подготовиться и выйти из дома и зайти в охотничий инстинкт, в ведьму. Тут же, понимаете, отправиться в этот, как его, ой, ну, короче, вообще. В общем, ладно, ребят, давайте. То есть мы сейчас собираемся как топ, как хай. Мы прям собираемся, да, вот за раз очень много дел делать, типа того.
это сложно в том плане, что мозг напрягается. Вот лучше так не парьте голову. Ребят, делайте задачи. Одну сделали большую, потом следующую. Следак, спасибо тебе огромное от души в очередной раз за поддержку, за донат, за, за понимание вообще, капец, за все. Спасибо тебе огромное, Следак, за 300 рублей. Залетели к лекарю за энергией, лутаем бонус и стартуем к ведьме в рамках охотничьего инстинкта. Спешите и пытаться сделать 100 дел разом, только мозг плавить, лучше по классике, шаг за шагом. Именно. Следак, красавчик, огромное спасибо за донат в 300 рублей и постоянную поддержку. Ну что, погнали разбираться с ведьмой по красоте, шмот готов, руки из правильного места. Оформляем заход. Юнет 7000. Вот Юнет 7000. Вот смотри, вот ты вот после того, как говоришь, что партнерам дадут там альфа-тест потестить, что ты, хочешь показаться, что ты много знаешь? Ну я это и так знаю. Но тут дело не в этом, ты понимаешь что? Тебе нравится эта игра? Вот скажи мне честно. Ты к людям, к этим относишься как к людям? Ты нормальный человек? Уважительно? Отлично. Если это Юнит так... 7000, это да, классика, но дело не в цифрах и не в том, чтобы умничать. А по поводу игры, честно, она цепляет. Даже со... Ну так вот, Юнет 7000. И если, значит, тебе нравится эта игра, ты нормально воспитан, как нормальный человек. Относись уважительно к людям, если хочешь, чтобы к тебе уважительно относились. И когда вот эта вот информация тебе доходит в ушки или где-то там по поводу альфа-тестов, ты понимаешь, что это конфиденциальная информация сугубо среди определенного круга. Зачем? Затем, если разработчики захотят сообщить всем, что вот альфа-тесты обновы уже на серверах тестируют ребята, они это сделают. Поэтому я просто тебе один раз сказал, я в следующий раз тебе отвечать ничего не буду, я просто сообщение, если что, буду твое удалять. Почему? Из уважения к людям, которые трудятся над этой игрой. Все. Понимаешь там? Когда там какая-то бестолочь, ребенок в интернете прыгает и оскорбляет людей, там на личности переходит. Ну, блин, его можно простить, что он типа ребенок. Ну так по факту, да? Ёп, ну как? Уже надоели. То есть я понимаю, да, какое развращение идет твоего мозга и всех остальных, особенно юных, через интернет. Да, там полно. Или там, да, какие-нибудь там трэш-блогеры. И никто не понимает, что это развращение, растление малолетних, когда они показывают какую-то дичь детям. И чё? Ну, всему свое время. У нас тут долго доходит, но доходит. Рано или поздно доходит и будет им всем. Они, а чё такого, ёп, я хочу и снимаю. Да что ты говоришь, ёп, чё такого, много чё такое. Нет, ты не хочешь и снимаешь. Ты сам по себе, я уже говорил, ребят, вы сами по себе можете хоть башкой о стену биться, да всем насрать, ёп. Да, конечно. Ты, главное, других этому не учи. И делай это самостоятельно, не мешай спокойно людям, другим жить. Все. Но если это касается еще хоть кого-то, кроме тебя, тут уже, дружочек, ты ответственность должен нести за это говно. Вот. Да, я как обычно, ребят, начали за здравие, а закончили за упокой. Юнит 7000, это не все тебе было адресовано. Потом, первая часть только, вторая часть не тебе. Ладно, все, не заморачивайся, короче, все ништяк. Я это знаю, да? А когда узнают подписчики канала и все остальные? Как только разрешат информацию разглашать, так и узнают. Блин, вся история. Ну, ребят, ждем большую обнову. Вот это вот расширение базы, ну это... Блин, ну это, я не знаю, ребят. Я такие вещи не называю обновлениями. Почему? Ну как, блин, как это назвать обновой-то? Петь, ТО, здорово. Тут база железобетонная, сливать конфиденциальную инфу по альфа-тестам раньше времени, неуважение к труду разработчиков.
Есть Об NDA этом и и правила говорим. приличия, а устраивать цирк из сливов ради хайпа– это пустой звук. Ага. Разрабы сами все выкакат, когда придет время, тут без вариантов. Петр, здорово. Располагайся. А по поводу обновы, Подожди, разрабы выкатят, а не выкакат. Выкакают, знаешь что? Нова. Выкакают совсем другое. Нам не надо, чтобы кто-то что-то выкакивал. Нам надо, чтобы выкатили, вывалили. Блин, вот прям вообще, да? Да. Ну не выкакали. Выкакивают только одно. Не надо нам таких обнов. На личности не тут не переходите. поспоришь, слово вышло Елена. на грани. Никаких выкакиваний нам точно не надо, пусть разработчики нормально выкатывают масштабные обновы, которые ждет все комьюнити. Слово не воробей, вылетело, теперь все угорают. Ладно, погнали дальше к ведьме, не отвлекаемся на лингвистику. Юнит, ты не догоняешь? Мы с тобой закончили. Обсуждать твоих блогеров, которых ты смотришь, мы не будем сейчас. И никого другого. А я тебе сказал свою точку зрения. Все. А кто там как с ума сходит и сливает информацию? Юнит 7000. Ну пускай дальше делает. Мне пофигу, кто что. Я тебе говорю, как обстоят дела. И это нормальная позиция, а не моя позиция. Она не моя, ёп, это позиция нормальных людей. На белом свете, на земном шаре, она у всех такая. О чем тут говорить-то, ёп? Что ты вот глупости-то говоришь? Про детей, ну ты сам себя как ребенок ведешь. О, а вот этот сказал, что нормально. Кто он такой? Пуп земли, этот блогер. Я сейчас тебе какую-то скажу, вот я тебе уже сейчас говорю. Ты можешь мимо ушей эту информацию пропустить, ради бога. Я могу, допустим, ошибиться, да? Тут уже каждый сам гораст, да? Во что верить, ёб, что не верить, что слушать, что не слушать. Я просто говорю, что на моем стриме мы не будем заниматься сливами и Тут без подставами. вопросов, каждый Вот и своей всё. головой думает и сам решает, кого слушать и во что верить. Свою позицию обозначили, закрыли тему и едем дальше. Не отвлекаемся, допиваем чай и летим лутать ведьму по полной. А хайпиться на подобных штуках? Ну я этого никогда не делал и делать не буду. Зачем? У меня есть мои подписчики Unit 7000, прикинь. Они меня смотрят вот просто, значит, от души в душу. А не потому, что я там самый быстрый, самый первый, самый, блин, ну вообще просто самый-самый. Прямо обосраться, деваться некуда. Не, блинчики. Не поэтому. Харди, ты в ивенте что будешь брать? Сейчас посмотрим, И ребят. это главный кайф, когда аудитория собирается не ради хайпа на каждом сливе Я и не знаю. утренних сенсаций, а за нормальным, ламповым общением и своей атмосферой. Ну вот я про то же. На этом канале всегда так было, доверие и трушность дороже любых быстрых просмотров. Ладно, народ, возвращаемся к процессу. Долетели мы до этой ведьмы наконец-то или как? Ну, Чё ты... по луту выпадает? Нова, ты резкая, как понос. Понимаешь юмор, да? Ты резкая, как понос. Оп, долетели. Еще долго нам до ведьмы. Лучше давай вот действительно, если ты хочешь поюморить, давай какой-нибудь нам анекдот расскажи смешной. Если уж на то пошло. Ольга, спасибо огромное вам за поддержку, за донат, за 200 рублей. Спасибо за стрим. По поводу, кстати, ребят, вот сегодня вышел лонг-ролик на ютубе, да. Огромное спасибо всем, кто заметил, кто продолжает смотреть меня, поддерживать через другие площадки. К сожалению, увы и ах, нет, ничего не изменилось, ребят. Абсолютно, ёп, ничего не изменилось. Как было, так и есть. А почему тогда вышел лонг-ролик? Ну а почему ему не выйти-то? Почему ему не выйти? Я понимаю, что многие не хотят смотреть где-то только на ютубе. Это раз. Два. И есть, к сожалению, те, кто просто физически не могут этого сделать. Представляете? Да ладно, да это говно идет у всех. Нет, не у всех. ВК, Рутуб далеко не у всех идет, ребят. Здесь идет, а там не идет. Вот и причина.
Поэтому я постараюсь на максимум, ребят. Ну, что поделать, если такая ситуация сложилась. Я буду выкладывать и лонги, но периодически буду делать вот этот шот-тизер, скажем так, да. В надежде, что кто-то, кто не видел, еще раз увидит эту информацию. Пока ничего хорошего, ничего не изменилось, ребят. Почему? Ну вот потому. Иначе бы что, у меня висели, значит, сбор донатов на квартиру. Ну вы что, блин, ребят. Не, я понимаю, что есть залетные, которым вообще насрать, да. И это я обращаюсь к своим подписчикам исключительно. К вам, гости канала, это не имеет отношения. Да, вам чисто вот ты только пришел, все, ты оцениваешь, тебе нравится или нет. Нет, ну на нет и суда нет. А это чисто к моим подписчикам обращение и точка. И опять же, не к шпионам, которые тоже есть там, знаете, там аккаунты, которым вообще насрать на канал, они там контент слизывают, еще какое-то говно, какие-то пакости строят. Ой-ой-ой-ой, блин, ютуберская жизнь, она такая, вот понимаете, интриги, расследования, козни, мрак просто. Как в детективе в плохом, ёб. Блин, серьезно, да, ребят, я вообще, блин, в шоке. Что делать, если поселение закрыто? Никитос, спасибо тебе огромное за 15 рублей, за поддержку, за донат на карту. Что делать, если поселение закрыто? Федя, ой, Никита, открывать поселение. Проходить, как я это сейчас делаю, путь выжившего, раз и два, и откроется поселение. А вот у Вани, а вот у Иры, у них открыто. Им фартануло. Не обращай на них внимания. Они до обновления сделали определенные шаги и все. А мы с тобой сделаем как положено. Вот и все. В чем сложность-то? Мы тоже с тобой откроем. Просто так, как задумано игрой. Ребят, у меня когда-то давным-давно у моего основного аккаунта, значит, у моего персонажа основного, стеллажи стояли. Ольга, огромное спасибо за донат в 200 рублей и поддержку. Никита, спасибо за 15 рублей и вопрос по поселению. Все верно, не надо смотреть на тех, у кому повезло раньше. Идем по сюжету, выполняем путь выжившего, открываем своими силами и все будет четко. Именно. А по поводу юмора и резкое, как понос, принято, держим планку. Лови анекдот в тему. Приходит сталкер к барыге и говорит: «Слышь, мне бы броню получше, чтоб от любой аномалии защищала и монстры за километр обходили». «Без проблем», — отвечает тот, — «есть один эксклюзивный костюмчик. Правда, в нем есть один нюанс». «Какой?» «Когда тебя сжирают заживо, в рацию идет очень реалистичный звук хруста сухариков, так что все вокруг думают, что ты просто перекусываешь». Вот как-то так, народ. А мы тем временем долетели до ведьмы, заряжаем пушки и разбираемся с ней по красоте. Анекдот был так себе на самом деле, да, вообще полностью не смешной. Ёп, я аж сбился. Какой-то Сергей написал что-то прям трешак, да, Игорь? Чё к чему? Сережа, ЧД, Ч1ДЭ. Ты объясни хоть, я вообще не понимаю, что ты такое написал. Еще у тебя прям прет эмоционально, прям ты большое все такое, капсом написал. О чем речь-то вообще? И ты вообще не словил, не уловил тему, про что я говорил про трэш? Это вообще к игре не относилось. Это относилось... Есть такие блогеры, называется трэш-контент. И чё? Ну ничего, они показывают вообще там полное говно. Развращение малолетних. Вот что, грубо говоря, они делают своим контентом невинным. Ладно, признаю, анекдот мимо кассы улетел. Я сбился, бывает. ребят. Что говорил А по умное, поводу ёп, треш-контента забыл. тут полное попадание. Реально. Полно блогеров, которые ради хайпа и просмотров такую дичь снимают и транслируют на широкую аудиторию, вообще не задумываясь, что это ломает мозги тем, кто помладше. Да ладно, давай мы сменим тему ново. Они все понимают, засранцы. Они очень многие, они не все понимают, мозгов им хватает. Но им насрать, когда они идут к деньгам. Через какие головы и судьбы они пройдутся. Плевать им, просто плевать. Тут вопрос, что их надо затягивать за две ноздри к ответственности. Вот я считаю, что надо делать. Ладно, не об этом речь снова, не об этом вообще.
Давай сменим тему, оставь их в покое. До них тоже дойдет очередь. Дай совет. Хочу стримить, немного стесняюсь. Рустам, ну это нормально, чё? Согласен, тему закрываем. Карма сама всех догонит. Давай лучше о хорошем, как раз к ведьме подходим. Как там по тактике на этот раз раскидываемся? Хилки заряжены, огнестрел наготове. Рустам, я тебе могу посоветовать только одно. Ты, главное, начни. И все. Начни потихонечку. И втянешься, и пройдет вот эта вот, значит, скованность там. Да, да, делай от души красиво. Тебе нравится, вот чем ты занимаешься? Ну и все, вот об этом и обязательно найдется единомышленник. Отличный совет, все по факту. Главное сделать первый шаг, а дальше процесс пойдет сам, и вся скованность улетучится. Рустам, вливайся, глаза боятся, руки делают. Типа того, да, типа того. И все пойдет. Самое главное, я тебе что могу посоветовать? Не обращай внимания на всяких негодяев, которые будут говорить, у тебя ничего не получится. Ёб, тебе это говорили и родители. Такие всегда будут. Я уже говорил, есть люди, которым ты ничего плохого абсолютно не сделал. Они тебя знать не знают, но они будут желать тебе только провала. Чтобы ты упал и не встал. Почему? Я не знаю почему, я до сих пор объяснить не могу. Почему есть такие люди, в которых к постороннему абсолютно человеку есть какая-то ненависть, какой-то гнев, бред какой-то. Ну, спишем это на то, что, я не знаю, это какие-то ограниченные люди, больные там, физически больные, да? Почему? Ну, это идиотизм. Вообще бред какой-то. Вот. Поэтому вот самое главное, что запомни, Рустам. Старайся как-то не обращать внимания на них. Это называется стрессоустойчивость, да? Если я не ошибаюсь. Ничего, и нормально все будет. ОБС тебе в помощь. Все, что тут еще добавить? А, Сережа, понятно, Сережа. Железобетонные слова. Ладно, до Хейтеров и свидания. завистников всегда будет вагон. Сергей. Им лишь бы чужой успех пообсуждать да покричать, что ничего не выйдет, потому что самим сделать кишка Лысый тонка. Игорь, блин, такой дебильный. Обращать внимание на этот шлак, только время терять. Сереженька, ты в записи смотришь, я тебя уже забанил. Ну, не всем быть таким, как ты, потлатым, да? Что тебе еще, ёб, я могу сказать, чудище ты болотное. Мой первый донат на этом канале. Я купил метал базу и не строил. Ай, красавчик, троллофай. Ёп, ну реально, эту базу сделать самому, это обосраться. Это За ну базар очень ответили, долго. Серегу забанили, порядок на канале наведен. Блин, Нова, подожди ты. Троллофай, спасибо тебе огромное за 150 рублей, за поддержку, за донат. Первый донат на канале, купил метал базу. Блинчики, не успел дочитать. Нова, ты меня сбила, зараза ты такая. Блинчики. Не, Нова, не обижайся, я также по-доброму говорю. Есть такое в русском языке, то есть можно одну и ту же фразу сказать агрессивно, а можно позитивно. Вот, как-то так. Всем приятного просмотра, друзья. Спасибо, Игорь, что он с нами. Спасибо тебе огромное. Тралфайл, от души за 150 рублей. Огромное спасибо за первый донат на канале, добро пожаловать в семью. А называть меня заразой, ну погоди, мы же договорились, культурно общаемся, без вот этого. Шутки шутками, а за донат и поддержку мое почтение. Да ладно, мы же договорились, что ты не будешь обижаться, уже обижаешься. Игорек Краснодар, спасибо тебе огромное за огромный донат такой. Спасибо тебе за 750 рублей. В очередной раз. Давно не виделись. АГ, ЕГЭ, вся фигня. Вообще школа как сам, как семья. За грим большое спасибо. Люблю смотреть фильмы про апокалипсис. Делай красиво. С нами сила. Спасибо тебе, тезка, в очередной раз за поддержку, за донат. Все правильно. Учение свет, не учение тьма. Это на первом месте, без вариантов. Лаздей никуда не уйдет. Он офлайн онлайн. То есть он никуда не денется. Можно прекрасно сделать перерыв, а потом вернуться и дальше выживать, значит, властик, да? А учеба на первом месте должна быть.
А когда ты уже работаешь, ну там уже другая тема, да? Не забывай про last day, тоже хорошо поможет тебе расслабиться. Как говорится, блин, умеешь работать, умей и отдыхать. Если ты не умеешь чего-то из этих двух вещей, ёп, давно пора, начинай учиться. Блядочки. Тебе надо и то, и другое, чтобы у тебя было все хорошо. Надо? Ну, я считаю, надо. И отдых, и работа тебе нужна. Будешь стримить другие игры? Мистер Джи, я буду, у меня сейчас просто, вот ты понимаешь, Игорек что? из Краснодара, красавчик. Огромное спасибо за мощный донат в 750 рублей и постоянную поддержку. Рад видеть, как дела, как семья, школа и все остальное. По фильмам про апокалипсис это Да-да. классика, всегда залетает на ура. И тут все по факту, учеба и работа всегда на первом месте, без вариантов. База никуда не убежит, она и оффлайн, и онлайн постоит, никуда не денется. Сделал дела, отучился, поработал, и с чистой совестью можно заходить, залипать и выживать. Залипать. Умеешь работать, умеешь отдыхать, баланс нужен во всем. Едем дальше, народ. Куда рулим после перерыва? Я что-то вот туда, блин, и чё, ёп, я опять, короче, сбился, да? Блин, она когда говорит, да, вот если я буду ее, получается, перебивать, понимаете, в чем прикол, да? Я сбился. Ладно, сбился и сбился. Суть в чем, ребят, смотрите, энергии мало, да? Вот до сюда я хочу дойти. Пофигачить хвостики. Я пытаюсь понять, а им нужны разве еще хвостики? А тут надо было по-хорошему забрать бензин, заправить байк. Либо скататься домой. Либо мы уже сейчас идем вот сюда и вот за эту энергию фигачим, да? И что-то мне не нравится эта идея вообще. То есть, смотрите, 20... Нормально побегаем, короче, а потом, да, домой, когда пойдем, либо вот сюда вот пойдем, посмотрим рекламу. Ладно, побежали. Неохота возвращаться домой, ну реально. Вот полный отстой. Поехали. Насрать. Так тоже сгодится. Ты этот и сталкера импортировал? Нет, Зор. Я ниоткуда его не импортировал. Он вот есть такой и есть. Игорь, ты котов собираешь? Собираю. Насколько это возможно. Ну, то есть за своего персонажа, за этого новичка, вот, вы видите, что делает этот новичок. А за своего чарика, да. Я забивал, а теперь опять назад вернулся. Я играю потихонечку, собираю котиков именно. Задача простая. Сейчас именно этот контент для всех олдов. Анна 95, всем привет. Бравирка, привет. Можно забрать склеп без доната. Блин, не знаю точно. Ну, может, можно. Олов 95, привет. Располагайся, проверка прошла успешно, мы тут в эфире. А по ситуации на карте энергетики впритык, возвращаться домой сейчас вообще не вариант, пустая трата времени. Бежим дальше по плану, залутаем все, что нужно, а потом уже до хаты доберемся. Котиков собираем потихоньку, это святое дело для души и для контента. Погнали дальше, не сбавляем темп. Да погнали, погнали. Ты Анну 95 назвала как-то вообще непонятно. Анна, Аня 95. Вот такой никнейм. Анна 95. Что ты сказала вообще? Что за слово такое? Бред какой-то. Ну, бывает она так, да, фигово услышит. По поводу склепа, ребят, я не знаю, честно. Я говорил свое мнение про склеп. Невелика потеря, он тебе что, сильно нужен? Язык заплелся, переборщил с ником. Конечно, Аня 95, привет тебе еще раз. Твою, вот Ну это что, да. народ, бежим дальше по локациям, не отвлекаемся. Зажимаем булки, фармим все, что плохо лежит, Булки. и тащим катку. Сейчас капец, ребят. Вот это задание достаточно сложное для новичков. В каком плане? Затраты неминуемы, да? Вот эту коробку ты тащишь, на тебя 3 раза приходят по 6, там по 3 кожеедика. И чё? Ну, без вариантов, броня будет у вас трещать. Либо ракетница, либо броня. Выбирайте сами. Ёп, вообще просто...
Ну и ладно, мы из этой брони потом когда-нибудь сделаем усиленную. В общем, Да да, уж, сейчас задача-то еще на нервах. вообще. Коробку эту тащить — сплошная боль, толпы прут волнами, броня улетает в моменте, Давай. а патронов и взрывчатки вечно жалко. Тут либо раскошеливаться на ракетнице, чтобы быстро разносить эту братью, либо снарягу Блин. убивать в мясо. Каждый раз как в последний бой. Чем отбиваетесь, народ, ракетницами или в сухую броню сливаете? Да блин, вообще. Есть, конечно, вещи в Last Day, которые меня бесят и до конца будут бесить. Жизнь Отсутствие выживальщика легкой не таргета. бывает, либо броня в ноль, либо нервы на пределе. Но мы же не привыкли отступать, когда трудно. Держимся, народ, прорвем и этот этап. Как там коробка дотащилась, живо еще. Давай. Все, бежим. Ёп, отвалите. Задача простая, задание Бореальчика, да, ребят? Это самое главное, не охота, охота просто прицепом. Задание Бореала. Раз, стоки в порту. Два, доставки. Три. Вот эти три вещи, и будет вам катер. Где конкретно вам выпадут винты. Из морского днища, за Бореала. Блин, вот есть вот такие вот, да, вот есть такие дети, такие душные, такие маленькие, старика в дом не надо, ёп, уже, Все, честное слово. ноги в руки и бегом Какая отсюда, не разница? до сантиментов. Задача кристально ясна. Какая разница, ребята? Суть в чем? Собрать чертов катер. Я перечислил три вещи, которые надо делать, и будет тебе катер. Делай их, и все отлично. И соберешь ты этот ёб катер, и не напряжешься вообще. И чё? Ну и вот, и все. Суть-то в катере, надо катер собрать, правильно? А не конкретно, вот мне здесь не падает, а здесь падает. Да какая... Вообще не понимаю, реально. Эти три вещи, ну может что-то из этих трех вещей Именно так. исключить. Весь Нет. этот фарм и беготня ради одной главной цели — собрать чертов катер. Ребят, смотрите, даже пусть вам в стоках не упадет винт. Вам будут падать фильтры. Вам дадут резины, очень много резины для того, чтобы собрать потом вездеход 200+. Вы нафармите 200+ этой резины. Это лучшее место, где она фармится. Поэтому я и перечислил эти три вещи. Делайте эти три вещи, и все будет чин-чинарем. Но не ждите, что вы там сделали 3 зачистки, значит, стоков, 5 заданий, ёп, ящик с морского дна подняли. О, я еще катер не собрал. Почему? А кто тебе сказал, что вот ты так его и соберешь? Это другая вещь. Катер это, блин, перед вездеходом. Последний шаг. Тут все по факту, Подольше даже надо если винты пофармить. падают не сразу. В стоках самый жирный фарм резины, накопите 200 секунд лишним штук на тот же вездеход за милую душу. Никто не обещал, что катер соберется по щелчку пальцев после пары зачисток. Главное, делать эти три задачи стабильно, без иллюзий и лишней спешки, и результат будет. Погнали дальше, дорабатываем этот спот и двигаем к новым целям. Ребят, да был уже анекдот, не смешно вообще она рассказала, ну реально. Вообще не смешно. Жан-Клод Ван Дам, ёб. Якобы. Ладно, Сынок признаю, уже тот старше анекдот бать был стал. мимо кассы и действительно вышел так себе. Больше экспериментировать не буду, завязываем с юмором. Давайте лучше к делу, чё по маршруту дальше? Куда рулим на стриме? Да вот тут я пытаюсь понять, тут грубит человек или что. Якобы Жан-Клод Ван Дам, который из балды просто придумал себе имя. У тебя же... Ты с таким же никнеймом в Last Day играешь, сомневаюсь. Что ты пытаешься этим сказать? Сынок уже старше бати стал. Это ты про моего ребенка так что ли говоришь? А ты уверен, что тебе так можно вообще говорить-то? А кто запретит? В интернете тебе никто не запретит, только чисто твое воспитание. То есть ты нормальный человек или ты свинья? То есть все, как, что тебе? Я не понимаю, ты к чему вообще? Ляпнул. Как хорошо, что Рутуб на мобильном работает. Полный бред и зашквар со стороны этого чела в чате.
Переходить на детей и нести такую дичь – это дно пробитое, тут даже обсуждать нечего. Правильно ты ему напихал за воспитание, в интернете-то героем каждый может быть, а по факту сразу видно, кто есть кто. Именно. Вообще не понимаю, когда вот так вот просто какой-то непонятный человек переключается, ёб, на ребенка на моего. Ты кто такой вообще? Леточки. Я понимаю, там что-то прикольное сказал по поводу поста там в телеге, там, в Максе, да. Опять же, пост для моих подписчиков был сделан. Блин, жесть. Да Ну вообще клиника полная. Когда у человека в голове пусто, он начинает цепляться за самое святое, лишь бы хоть как-то задеть. Ага. А пост в телеге про Это Макси – забаненный, это наверное, личное тип. дело канала и наших людей. Кому надо, тот все понял и оценил. Таким клоунам даже отвечать, себя не уважать. Ой, ты такая вообще тролль, блин. Слушай, забей. Вот тебе говорит Нова, тебе говорят, давай как-то что-то свободное. А ты можешь что-то свободное или ты только повторяешь за мной? Вот, видишь? Не я один тебе говорю. Вон что люди про тебя говорят. Ты как-то старайся не повторяй за мной-то. Как обезьяна, честное слово. Так, ладно, сделали задание, пойдем дальше, ребят. Дзор, есть такое ощущение, да. Справедливо, уловил. Буду проще и своими словами, без всякого попугайничества. Задание закрыли, Я так это что уже двигаем слышал. дальше по карте. Куда теперь путь держим? Какой у тебя любимый персонаж из мультика Лунтик? У меня Лунтик. Почему? Вот эта вот начальная заставка «Я родилась», и это вообще дичь, блин. Ну там еще две гусеницы прикольные есть. Паук, да, дедушка такой, тоже забавный. Ну, все, прикольно. То есть, как сказать, такая достаточно добрая анимация, прикольная, с правильными вещами. Что такое хорошо, что такое плохо. Что значит жмот, что значит грубиян, да, все вещи стандартно, все четко заложены в мультике, четко объясняют. И чё? Ну, это не может не быть круто, это очень круто. Этого, мягко говоря, не хватает в современном мире, потому что бесконтрольщина выходит, и зачастую люди, выпускающие какую-то дичь, какую-то грязь, они даже сами не понимают, что это бред. И чё? А им никто не объяснял. Я считаю, подобные вещи должны контролироваться правительством. Вот. Особенно все, что касается детей. И включая контент тоже. Ребят, вы можете меня просто не понять. А кто захочет, тот поймет. Не должно быть бесконтрольного контента, который касается детей. Несовершеннолетних. Его должны проверять. Кто? Вот сидит сборище, взрослых людей. Значит, медик, учитель, там, эколог, геолог, и проверяют. Да, нормально. Здесь нормально, никакой грязи нету. Это можно детям показывать. Нет, ненормально. Уберите, пожалуйста, свое дерьмо. И подобное даже не смейте даже выкладывать, Выложите, будет вам по сапатке. Понимаете? Но мы живем в тот век, когда все визжат свобода слова, и дети такое говно хавают из-за этой ерунды. Вообще. А потом их винить что? За что их винить? Им мозг промывается, в таким дерьмом, блин. Ужас. Даже мультики и те, вроде мультипликация детская, там такая дикость вообще. Поэтому подобные вещи, как Лунтик, ребят, это вот, понимаете, глоток свежего воздуха. Ну вот что я думаю. Сам Лунтик, персонаж правильный, базару ноль, классика добра. Но гусеницы-пупсень и вупсень – это, конечно, отдельный сорт золота и главный юмор всего мультика. Я не знал, как их зовут. И дедушка Шер тоже харизматичный дед. Ну, А по поводу того, что сейчас творится в медиапространстве, тут подписываюсь под каждым словом. Раньше детские произведения реально учили нормальным человеческим понятиям, что такое хорошо, а что такое плохо, где жадность, где уважение.
А сейчас под эгидой «свободы слова» в сети выливают тонны такого кала, что волосы дыбом встают, особенно когда это рассчитано на неокрепшие детские мозги, у которых фильтры еще не выросли. Полная бесконтрольность и погоня за хайпом приводят к тому, что детям скармливают откровенную деструктивную дичь, а потом удивляются результатам. Контроль в этой сфере точно нужен жесткий, потому что воспитание подрастающего поколения – это фундамент, а не поле для экспериментов всяких отбитых блогеров. На фоне всего этого современный контент шлак, лунтик, и правда воспринимается как чистый глоток воздуха. Ладно, возвращаемся к рабочим моментам и нашему выживанию. Куда двигаем по игре дальше? Нова, спасибо тебе огромное за умные слова по поводу деструктивный. И вот это вообще прям отлично. Это прям вообще. Почему? Ну, иногда бывает у меня запор мысли, значит. А ты четко сформулировала и сказала то, о чем я хотел сказать. Вот, поэтому лунтик, да, это великолепно, ребят, чё. О, фиксики Всегда, вообще. пожалуйста, огонь. мыслей в голове куча, главное вовремя разложить их по полочкам. Так, ну что, на чем мы остановились по маршруту? А кто Куда такие дальше фиксики? выдвигаемся в Большой-большой секрет. Именно Так, давай ты так, помолчишь. лунтик. Ребят, пускай она немного помолчит, да? Реально, она мне даже не дает фиксиков ее пропеть. Ну что, сколько можно? Реально. Мистер Джи, блогером, представляешь? А ты думаешь, это что, 2 часа и готово, и сделал, да? Блин, не, ребят, не. Когда-то, да, когда-то давным-давно, когда канал зарождался, это чисто вот такая хобби было. И я так быстренько чик-чик-чик. Что такое монтаж, я только в кине слышал. Ничего. И не было вообще ничего. Ни сообщества Печка ТВ, ничего не было. Ну, это совсем другие тайминги. Да? Опять же, так себе было, мягко говоря, да? Кто олд, тот помнит. А почему казалось, что было так круто? Ребята, тогда, понимаете, Last Day только появился. И насрать было на все. На воду, на повторение, на все. Контент не нужен был просто Last Day. Теперь мы уже, да, мы уже бывалые, мы это все видели. И просто так уже ничем не удивишь, мягко говоря. И чё 2 котика? Да, ребят, по поводу, кстати, изменений. Прямо этому посвящать целый ролик можно, почему нет? Ну вот у нас сейчас стримов 3 в неделю. Да, мы прекрасно можем и без ролика все обсудить. Чё? Жестко изменили награды прям в сезоне. Было чуть-чуть, а теперь прям ой-ой-ой. Кошек теперь просто как грязи. Ну реально. Если у вас прем, блин, вот просто закрывайте сезон, и кошек будет немерено. Очень круто. То есть эту новую механику, да, как мы и говорили, она появляется, проходит время, она прям капец. Она прям добавляется и расширяется. И чё? Ну вот так оно и происходит. И чё? Блин, это классно. Вот я о чем. Так, ребята, при атаке на чужую базу. Ну давай ее поэтому. Все. Теперь я куда? 3 задания Бореала сделали. Поохотились. Теперь можно забуриться вот сюда. Придется, да, вот так, ребят, сейчас действовать. Давайте небольшую паузу. Посмотрим рекламу. Звук. Где звук отключать? Фу, блин, отключил. Блинчики. Жан-Клод Ван Дам, я не знаю, на что ты обижаешься-то. Слушай, ты вот пришел, ни привет, ни привет. Что-то какую-то дичь написал про моего ребенка, про меня. Если бы была совсем жесть, тебя бы забанили сразу. Ну вот. А теперь вот начинаешь какие-то... Тебе картонку дать, чтобы ты с лозунгом стоял? Вот что ты хочешь? Я не понимаю твою цель прихода на мою трансляцию. Попробуй только сказать против что-то, забанят. В смысле? Ты хочешь сказать, мне не надо банить людей, когда они оскорбляют участников стрима или стримера? А что, их выслушивать? Что, гонишь, что ли? Ну ты сам слышишь, что ты говоришь? Попробуй что-то против сказать. В смысле что-то против сказать?
Оскорбление, вот о чем речь. Что в твоем понимании против? Ты вообще в адеквате? Ты вот, да? Да, я на тебя уже начинаю нападать, потому что я хочу быстрее тебя спровоцировать, значит, и выяснить. Ты нормальный человек, и мы друг друга недопоняли? Мягко говоря, недопоняли. Или все-таки ты один из тех, кого я блокировал, или модераторы мои, и ты просто ак новый зарегистрировал. То есть тут одно из двух, да? Третьего быть не дано. А может быть, ты такой странный человек. Почему? Ну, у меня есть хорошие ребята, ну, мягко говоря, странные. То есть и юмор у них странный, и их большинство людей не поймут. Прям да, да. То есть это надо близко быть знакомым, чтобы понимать, что нет, этот человек не агрессивный, он ничего плохого сказать не хотел. Просто он не такой, как все. Не то чтобы прям тепленький, ну, другой, скажем так. Поэтому давай не это, да, вот это вот, не баламуть, короче. Ты пришел на стрим, тебе нравится тоже Last Day, ты первый раз, ну, welcome, я что могу тебе сказать. Все, что еще? Какие-то выражения про мою семью, про моего ребенка, про детей других участников стрима. Нет, этого не будет. А, ну извини. А что ты думал? Ты придешь тут, ты сейчас будешь подкалывать, обсирать, там, кого-то оскорблять, унижать. Нет, этого не будет. Я тебе не позволю, я тебя сразу заблокирую. То, что в моих силах, да, дичь сразу выметаем с ссаным веником. Почему? Ну потому что, чтобы мои подписчики себя чувствовали комфортно в этом море говна, значит, под названием интернет, да, чтобы был маленький светлый островок. Что еще, ёб, не нравится? Споры, у нас есть споры в нашем телеграме. Опять же, ребят, если вы адекватный человек и понимаете, что спор должен оставаться спором. На личности не переходим, членов семьи не используем в своих, значит, лишь бы зацепить и подколоть. И все отлично. Спорь хоть до усрачки. А если сильно у вас прям эмоциональная, значит, порог уже зашкаливает, как вот у меня бывает, перейди в приват. Перейди в приват и все. Вот недавно, значит, я зашел там, ну, по моей теме, скажем так, по решению проблемы с Ютубом, с монетизацией, да, сидит 2000 человек онлайн. Мы с человеком, мягко говоря, разных взглядов. И у нас возник спор. Я красиво, деликатно написал ему личное сообщение. А не в чате давай его с говном смешивать. И чё? Ну и у нас разговор не получился. Но это между мной и им. В привате. А не чтобы все тут видели. А чё там, чё там, чё там? О, ничего себе, драка. Прикольно, давай посмотрим. Не, я против, ребят. Я ротозеем никогда не был, да. И у нас это не приветствуется, соответственно, в чатах. У вас, когда спор уже не просто смешной, хихи-ха-ха, да, вы в приватик, пожалуйста, уходите. Иначе заблокированы будут оба. И зачинщик, и второй участник мероприятия. Почему? Это, знаете, так вот по-советскому, ёп. Я в то время был совсем телепузиком, но суть уловил. Суть уловил. Выбирать, значит, победителя в такой ситуации. Не, мы не выбираем, мы обоих блокируем. Дикий мужик. Капец, только зашел, тут движ. Да тут не движ, тут как обычно, понимаешь, заходит человек с ноги сюда, да, ни здрасте, ни до свидания. А я от души, с позволения моих подписчиков, объясняю, веди себя культурно и все отлично. Все, нету никакого движа, дикий мужик. Вот это вот само выражение, движ, какой движ-то, ёп. А проще взять и заблокировать. Так всегда проще. Из сердца вон, из глаз долой. Но мы боремся за каждую душу. А не бросаем ее на произвол судьбы. Да, конечно. А ты знаешь, как подобные вещи раздражают всяких троллей, там, хейтеров канала Печка ТВ. Я когда такие вещи говорю, у них где-то там глубоко, они понимают, что я от души, от чистого сердца. И их прям бомбить начинает это. Почему? Блин, ребят, сами себе ответьте. Почему им это, ёб, не нравится? Потому что
Есть белое и есть черное. Все. Другого не бывает, да? В этих ситуациях, значит. И что? Ну и, блин, понимаете, это как две стороны. Вот. Объяснил дикому мужику еще попутно, что нет никакого движа. Просто вот человек нуждался в разъяснениях. Так, ребята, ничего. Блин, ну вообще задумка была, вы меня понимаете, да? Задумка была грандиозная, пройти стоки в порту. А мы можем это сделать? Ребят, стоки несложные. В принципе и без принципа мы можем. Но ценой лечения, потому что я буду сейчас полностью без брони. А чё я переживаю-то, ёп? Вот же броня. Ха-ха, блин, ну ее вообще. Так, берем. Ну все, тогда все получается, да, ребят? А доставочки? Опять же, да, сразу воспользуемся лайфхаком. А вдруг потом что-нибудь не по плану пойдет? Вот так заблокирую одну, чтобы не просрать. Доставочки обязательно сейчас сделаем, когда молоточки сюда притараним. Я пока ее отключил, ребят, пускай она помолчит, потому что она прям, да, она неугомонная, она функционал такой, что я говорю, ей обязательно что-то надо ответить. То есть она не будет говорить, я промолчу, ну или там что-то такое. Расскажи жизненную историю. Да ёп, я уже их столько рассказывал. Давай, блин, я воздержусь. Почему? Есть люди, которые приходят просто посмотреть геймплей Last Day. Уже офф-топа более чем достаточно на стриме было. И чё? Ну и когда я начинаю жизненные истории рассказывать, им это не надо вообще. Поэтому я стараюсь как-то балансировать. Все-таки. О, блин, Виу. Ну это вообще. Три кота, это да, это тоже очень крутой мультик. Не, мне нравится... Почему мне нравятся фиксики? Мне нравится вот эта графика, короче, да, вот этот мультик, вот эта рисовка мне нравится. Такая, как графика компьютерная, скажем так, да. Я вот так по-примитивному называю. Вот. А так вообще, да. Три кота из всего сам... Блин, три кота намного интереснее, чем Лунтик тот же самый. Тут надо понимать, что Лунтик, он по возрастной категории совсем-совсем прям для мелких, да. А три кота уже такие там посерьезнее. Между делом, ребят, хочу подметить, как взрослый человек, как папа. Три кота одна из немногих, значит, игр мобильных, да, которая не требует с родителей денег. Ребенок и так сможет в нее играть. А вот расширение контента, добровольное, значит, пожертвование, там это уже другой вопрос. Серьезно. Все остальные игры практически невозможно ребенку играть. И пока ты не купишь премиум подписку. Без вариантов вообще. Некоторые вообще совсем-совсем вот ну прям никак. Поэтому три кота красавчики, что я могу сказать. А игры очень даже интересные, там про путешествия, ну познавашки всякие. То есть они играбельные, они прикольные, они такие познавательные, да. Я познаю мир. Ну то есть для современных детей, для современных людей... Ах ты ж зараза толстая. Блин. Ребят, я уже неоднократно говорил, да? Если вдруг ты не успеешь забежать, так сказать, в домике спрятаться, это капец просто. И чё, вот я весь хил просрал. Я ногой стоял в жиже в Блевантине. Блинчики. Такое негодяйство вообще. Так, давайте сразу вот этого смахнем. Потому что он неприятный парень. Харри, как тебе дела? Так себе, на самом деле, дела. Могло быть и лучше. У меня такая стрижка уже лет 12, слушай. Да нет, какой 12, ёп? 20. Да? Ну да, я такой всегда ходил. Спасибо, что оценил. Мы уже стрижку обсуждали, да? Ребят, смотрите. Как вот объяснить? Вот прям, чтобы как грива у коня, да? Во! Мужчины, вы меня слышите?
У вас на балансе там много нулей, все отлично. Ну пусть не частный самолет, но летаете бизнес-классом, да? Нафиг эти короткие стрижки, давайте красивые, как у Тарзанов, да? А чё нет-то, ёп? Чё нет? Если кайфуем, так кайфуем. Один раз живем, в конце концов. А нравится короткое, можно и короткое, без проблем, это тоже классно. Мужчина короткий, можно с бородой, можно без бороды. Это я к чему? Это я к тому, что как хочешь, как хочешь. Но мне в данный момент не до гриф. Да, вообще, вот мне нафиг это не надо. Какие-то гривы. Грива это когда вот просто, понимаешь, ты вышел, значит, и из машины с кондиционером по торговому центру прогулялся, или, значит, на яхту ты пересел, или в вертолет, в самолет. Вот тогда можно гриву. Да? Почему? Ну, длинные волосы требуют ухода. Если ты ухаживать не будешь за ними, мыть шампунями, не шампунями, ты будешь выглядеть как студент бедный, который бич-пакеты кушает и замасленные, вот это засаленные волосы. Это да? Да, это позволительно только студентам. Почему? Ну, ёп, еще винить студентов в этом. Студенты, потому что студенты, ёл-палы, это такой народ. Все впереди, это кайф, это какой-то определенный студенческий вайб, вы понимаете? Это так должно быть, ёп. Блин. Вот. Но когда ты уже мужчина, да, ну нет. Ты не можешь быть с грязной башкой, это мерзко. Если тебе не до этого, ну тогда покороче стригись. Вот чисто моя логика, ребята. Опять же, я никому не навязываю свое мнение. Тем более взрослому человеку, что можно что-то навязать, это вообще абсурд. Взрослый человек, он свой в доску, он захочет и сделает, и все. Это чисто, да, вообще без вариантов. Он сам решит, как ему с ума сходить. В этом и приколюха. Ты уже пробовал пройти события на основном аккаунте про ведьму? Я не пробовал, я в данный момент его потихонечку прохожу. Но опять же, ребят, надо понимать, новичок занимает очень много времени. И прежде всего я сфокусирован на новичке. А на мой аккаунт, все, он, повторюсь, начал развиваться, и он уже не остановится. Нормально у нас идет развитие. Раз в определенное время ролики за моего аккаунта. То есть это теперь не будет, как вот было с сурвивалкой, что оп, и одна... То... Я думал сегодня стрим за себя, потом, ну ладно. Ладно, давайте новичок. Все-таки, да, за него всегда есть что делать. И как-то, мне кажется, большему количеству подписчиков канала заходит именно новичок, нежели мой персонажик. Так, давайте вот это. А звук игры специально выключен? А он не выключен, он есть. Есть же звук игры, да, ребят? Блин, вроде есть звук, ребят. Пугаете вы меня. Почему? Ну, бывает иногда это. Иногда бывает, да? Глюки и вся фигня. Овца сырая. Вица. Ничего не понимаю. Это, ладно, это не мне. Это не про меня. Игорь, ты где торф взял? Ребят, я уже говорил, игра дает возможность периодически и свинцовые листы фигачить новичкам, и торфы включительно тоже. На доставках достали. Но опять же, ну и чё? Что такого в этом торфе? Ребят, он когда-то прыгал. Помните, да? Нет, ну стоки явно изменились. Вот это чудо прыгало когда-то. Теперь оно не прыгает. И казалось бы, да и черт с ним, согласен. Почему бы не убрали полностью винты из лута? Опять же, ребят, вы в любом случае, вам надо зачищать стоки.
Посмотрите фильтры, посмотрите резины, вот эти вот чертовые насосы, вам это все надо. Да, я просто заранее на упреждение говорю всем, кто там, вот не падают же винты. Я давным-давно сказал, короче, мы дойдем, побегаем и посмотрим. Просто писали, невозможно катер собрать. Ну как это невозможно? Бореал, доставки с морского днища ящик, и все будет. Не, звука нет. Добрый вечер, хорошего стрима. Ребята, он просто очень тихий. Реально, звук просто очень тихий. Сейчас я думаю, как вам добавить его. Ну давайте я вот так его сделаю. Я его делаю погромче. Звук есть, просто он очень тихий, повторюсь. Сейчас погромче. Насколько громче, я не знаю. Надеюсь, достаточно. На достаточно громче. Ребят, если сильно будет звук игры забивать меня, скажите. Восьмерка, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за 200 рублей. Добрый вечер, Слышно хорошего отлично. стрима. Звук игры баланс не ломает. Все четко. Так что можно спокойно продолжать. Знаешь, Куда дальше по карте двигаем? Помните, я здесь оставил, ребят? Нова, ну если ты такая умная, встреваешь везде, скажи тогда спасибо, поддержи меня, восьмерка, 200 рублей, донат. Добрый вечер, хорошего стрима. Канистра бенза, ребят, берем. Восьмерка, красавчик. Не понял? Огромное спасибо за поддержку и донат в 200 рублей. Блин. И тебе отличного вечера. Добро пожаловать на стрим. Так, ребят, я думаю, знаете что, надо вот так вот сделать, да? Что мы делаем? Оставляем здесь-то на будущие зачистки сразу. Че туда-сюда, ёб, носить-то? Давай, показывай, что задумал. Куда двигаем или что крафтим? Че, состакать нельзя было, да? Ну, вот так бывает, что поделать. Двигаем сейчас домой. Мы красиво сделали уже очень много, теперь надо домой. Нам надо срочно сюда притаранить, значит, молотков. Аноним, спасибо тебе огромное за поддержку, за донат, за 300 рублей. Так. Бывает, ничего страшного, в следующий раз аккуратнее со стаками. Главное, дело сделали, продуктивно побегали. Теперь курс на базу, срочно тащим молотки, Ага, разбираемся базу с я. постройкой и двигаем дальше. Дом ждет. Аноним, красавчик. Огромное спасибо за мощную поддержку и донат в 300 рублей. Ну что, народ, возвращаемся на базу с полными карманами, тащим молотки, разгружаем лут и продолжаем наводить порядок. План выполнен четко. Кстати, ребят, вот этот моментик, да, тоже как можно раньше, если вы новичок, постарайтесь уже хоть что-то сюда зарядить. И чё? Без катера вы по любасу песок не получите. Но еще нужны камни, еще нужен алюминий. Нужна вода, да, сюда притаранить. И чё? И вот между делом, да, момент такой. Алюминий уже миллион раз можно было добыть. Надо было, блин, сходить хоть сотку сделать. 100 Верно алюминия, подмечено. 2 База. зачистки. Катер – это только полдела, без него песок не достать, но и ресурсов туда надо влить прилично. Камни, Мгм. алюминий, воду – все пригодится. Главное, не тянуть с этим. Закидывать потихоньку, все правильно. Я этого не говорил, не повторяет, да? Я просто ей говорил, ты не учи. Реально, ребят. Я ей говорил, да, жесткое правило, давай ты учить не будешь. Я и без тебя скажу нужные вещи по ластдею. И вот поэтому она как-то, да, вот подстраивается и бывает, как будто типа вот повторяет за мной. Я и ограничитель жесткий говорил, не учи. Ребят, повторюсь, если у вас так получилось, что у вас уже поселение есть, а катера нету, это вы до обновления, короче, получили его. Но я честно, я уже даже не вспомню. А что, у нас поселение было после вкладки «Север»? Разве после «Севера» шло задание экспедиции, а потом шло к новым берегам?
Я почему и сказал, ребят, вы какой-то баг, не баг словили из-за того, что вы были там на какой-то сюжетной линии. И чё? Все, успокойтесь, радуйтесь, это не ваша вина, пользуйтесь. Но не надо наваливать, что это нормально. Это ненормально. Нормально это вот как у этого новичка. Вот, к новым берегам, потом острова проходишь, и потом только открывается экспедиции. То есть это вторая, скажем так, глава, да? То есть, грубо говоря, поделили путь выжившего на главы, ребят. Даже больше скажу. Есть путь выжившего, да? Ты проходишь путь выжившего. Это все, это вот основа, начала игры. А есть уже вторая вкладочка, поселение. А где будут болота? А болота, ребят, по идее, будут вот тут. Вот тут будут болота. Здесь будет продолжение после островов. И как тогда будет поселение разблокироваться? Главный вопрос. Мы об этом говорили. Да, такое возможно, что поселение станет еще дальше. То есть тебе придется вначале вездеход, ёб, собирать, а потом только поселение получишь. Запросто. Такое уже было, ребят, между делом. Когда вот здесь вот выходили то ли острова, то ли зимний регион, грубо говоря, поселение стало получить сложнее. Его туда отодвинули. Тебе больше шагов надо пройти, чтобы дотянуться. И чё? И чё? Я честно не понимаю, и чё дальше-то? Ну вот как вот эти игроки вот так вот взяли, а эти так не взяли. Ну, батенька, то ли еще будет. Кто-то купил машину за 2 миллиона, а кто-то вынужден был заплатить утилизбор еще 2,5. И что теперь? Это несправедливо. Ну, опять же, молодой батенька или матушка, ну, жизнь такая. Если к тебе передом, то кому-то задом. Что ж теперь поделать? Поэтому, ребята, а как вы хотели-то? Вначале вот так играется, а потом чикабново и что-то поменялось. Понял, принимаю правила, замолкаю и с советами не лезу. А по поводу игры, тут ты абсолютно прав. Баланс и порядок прохождения часто ломаются из-за обновлений. Угу. Кто-то проскочил по старой памяти, у кого-то баг. Да блин, новая. Рекламу я смотрю, чтобы за энергию добежать домой. Вот, ребят. А еще, олды точно помнят. Вот уже как будто и неправда, да, этот момент. Мы когда-то карбон фармили в полицейском участке, ребят. Это, знаете, это был ресурс такой на уровне толстой ткани. На уровне, я не знаю, там, легче меди добывать его было. Идешь в полицейский участок, ёб, фармишь, открываешь ящики, и тебе в каждом ящике, начиная с зеленых, уже карбон дают. А в синих ящиках вообще там по 4, по 5 карбона падало. Представляете? И что теперь? Блин. Дилиндар. Дилиндар, если тебя что-то не устраивает, тогда до свидания. Я как успеваю, так читаю. Уважаемый. Да? Смотрю вторую рекламу, ребят. Не могу звук отключить, поэтому я заглушил звук сейчас пока. Да, и заводские детали там тоже падали, да. Есть такое, да. Ну, было и было, ребят. Тут суть, знаете, в чем? Суть в том, что когда над игрой работают, тогда баланс неизбежен. Сбалансируют, уравняют, как себе это видят разрабы. И разрабы видят себе мир лучше, чем ты увидишь или я. Почему? Мы с тобой заинтересованы в чем? Чтобы все получить на халяву и все. Нам нельзя в руки баланс давать, ёп, мы его сломаем на корню и играть будет неинтересно. А разраб заинтересован в чем? Чтоб ты упирался, усирался, а если не нравится тратить время, кидал донат. Поэтому, понимаете, вот есть вот там, да, есть люди,
всех возрастов, не только дети. Они такие умненькие, прям обосраться. Вот, ёп, он бы лучше придумал. Да чего бы ты придумал? Ты заинтересованное лицо, у тебя предвзятое мнение уже изначально неверно. У Разраба жажда дальше двигать бизнес и свою игру. Он сделает все нормально. Так, чтобы ты укакался, выживал, и это самое главное. Не хочешь укакиваться, донать, это нормально, абсолютно, ёп, ничего в этом плохого я не вижу. Не хочешь не донать, тогда выживай, кайфуй, потихонечку развивайся, все. Это раз и два. Ребят, блин, вот честное слово, по поводу балансов, значит, и всего остального. Вот те, кто играют в Last Day, возмущаются по поводу каких-то там балансов. Ёп, вы точно не играли в Grimsoul. Ну точно вы не играли в Grimsoul. Почему? Даже не знаю, как вам сказать-то. Блин. Правда на все 100. Дай игрокам волю, мы бы за пару дней все залутали, построили и сломали к чертям весь баланс, а потом сами бы сидели и скучали от пустоты. У разработчиков задача другая – сделать так, чтобы потеть приходилось по полной, искать обходные пути, а если совсем не вмоготу, задонатить. Задонатить. Ребят, ну так вот, суть в чем. Вот есть Battle Pass, да? В гриме Battle Pass дает примерно халявы, даже не знаю, ну пускай, но это слишком смело, 30% от 100%. Понимаете, да? То есть бездонатный аккаунт дает 30% каких-то наград. В лаздейчике он дает, ёп, весь полтинник. А то и больше. 70% остальных наград это уже платная версия. В том-то и Понимаете? дело, что в гриме без доната вообще на сухом пайке сидишь, дают крохи от силы, чтобы совсем не забросил, а весь жир только через боевой пропуск. И при этом, ребят, как была игра Grimsoul шикарная, как и Last Day, так и есть. Но там гайки закручены вообще вплотную. Поэтому, блин, тут что-то серьезно. Все познается в сравнении. Тебе кажется, что здесь какой-то жесткий баланс. Ну поиграй что-нибудь еще, чтобы ты реально мог судить уже о чем-то. А потом уже делай выводы. Поиграй какие-то другие игры. И посмотри, какие бывают балансы. Ты считаешь, что здесь большой донат? Поиграй в другие игры, ее, посмотри, какие бывают донаты и сколько стоят Battle Pass'ы в играх на данный момент. То есть мы это тоже, да, этот момент уже проходили. Это вот просто вот, когда сильно агрессируют, не от большого ума, блин, реально. Агрессируют что-то, просто бред. А-ля типа мне не дают конфетку, дайте мне конфетку. Истина. Просто По вот сравнению с пустой тем, звук. какой жестью бывает донат и баланс в других проектах, здесь еще цветочки. Кто по-настоящему в жестких играх варился, тот понимает, о чем речь. А когда люди с пустого места истерику закатывают, ну, тут диагноз ясен. Размялись, все по полочкам разложили. Так, Что по карте дальше? Куда выдвигаемся? Толку хейтить. Жан-Клод Ван Дам, блин. Вот ты так сразу не мог начинать говорить. Если это твоя мысль, так я вообще молчу, если ты не видел прошлые мои. Толку хейтить эту Да игру. сразу надо было так по делу все раскидать без... Да подожди, ты помолчи ты, ё-моё. Толку хейтить эту игру, если аналогов, кроме грима, нет на мобильных платформах. Базаришь? Об этом и речь. Я понимаю, когда есть там с чем какие-то сравнения. Точно подметил. Альтернатив-то по сути ноль, кроме Last Day и Грима в этом жанре на мобилках ловить особо нечего. Вообще, поэтому... Остальное либо ну, о сырая чем тут поделка, говорить? либо вообще мобильный шлак на пару вечеров. Так что сидим на том, что есть, и играем в то, что реально работает. Я снимал все выходящие практически новинки. Хоть мало-мальски ее сделали, не рукожопа криво, и зайти хоть можно и сохранить прогресс. Все, я ее снимал на канале. Все есть, ребят. И чё? Это вообще... Знаете, вот стандартно интерес есть, пока новинка, да, тебе все нравится. А как вот эта кнопочка здесь сделана, а как вот это. Но потом ты играешь и понимаешь, ну это капец вообще. Вот просто вот жопу с пальцем сравнивать эту игру с лаздейчиком. Ни функционала, ни черта вообще.
Да я лучше пойду по 10-му разу поиграю в Last Day. Ну реально, Да ребят. уж, классика жанра. На старте любой новинки глаза горят. Все интересно. Сидишь, изучаешь каждую кнопочку и менюшку. А как копнешь глубже и понимаешь, что до нормального уровня там как до луны. Попытки скопировать или сделать убийцу Last Day обычно в такую жуткую кривую поделку скатываются, что сравнивать даже стыдно. На фоне этого весь остальной мобильный мусор отваливается сам собой, оставляя только проверенные временем Так, проекты. у нас ведьма, да, ребят? Ладно, хватит лирики, стрим идет своим чередом. Куда дальше по карте двигаем фармить? Ага, именно. Ну вот. Из таких, из достойных игр, если вам интересно что-то новое поиграть, ребят, я могу вам посоветовать без проблем. Значит, что это у нас? DOS, прежде всего. Значит, Prey Ну Её- давай, её делись чё-то годнотой, если реально что-то стоит. Твою. Значит, DOS, Prey, там их засирают, ну это как обычно, ребят. Если вам что-то надо новенькое, хотите посмотреть, посмотрите. Не слушайте вы ересь. Это все такая полное говно там, которые вот пишут. Это игры серьезные. То есть там действительно от первого пункта до финального развития, не один месяц и год будете играть. Так, дальше, чуть-чуть другая, значит, тема уже по играм. Конечно, Frostborn, тут даже говорить нечего. Конечно же, эти, Wasteland Survival, Jurassic. Блин, вот из всех это пока самое не очень, потому что она маленькая. Она очень маленькая, в ней очень мало контента. Прям вообще катастрофически мало. Так, что еще можно подчеркнуть? Про пиратов есть прикольная выживалка от тех же разработчиков, что и Westland, да? Mutiny Survival. Есть неплохая такая, очень, кстати, неплохая. Не знаю, почему ее не забросили, но как-то странно. Значит, называется Киберика. Киберпанк, типа, все дела. Я это все снимал, можете посмотреть. Это от разрабов Grim Soul. А еще прикольная есть, значит, сравнительно недавно я снимал. Амикин. Это типа как Palworld, только мобильный, да, покемонов ловить. Очень крутая графика, стилизованная, такая, ну, приятная, прям, ну, во. Да, Амикин Survival. И что, я все это снимал, все это не устраивается на канале, потому что, ну, не хотят видеть подписчики, если игру. То все, что я заставлять буду, что ли? Играем? Играем. Нет? Ну, тогда до свидания. Ну есть, понятно, всякие такие другие уже. Они прям это, типа DR, да? Что там еще? Ну, короче, вот, я уже, в принципе, перечислил более чем. А вот которые всякие новенькие выходят, типа Метро 2055. Ёп, ребят, это капец. Это вот, понимаете, я уже говорил. Человек попал на хайп, ему фартануло. Ну, развивай ты дальше ее. Ну, это дно. Это слишком дно для конкуренции. И что, развивают? Развивают, да, что-то там стараются, обновляют. Но я все, я умываю руки. Вы извините меня, когда вот я вижу четко все. Я не могу видеть ее все какое-то кривое, косое, кривость-накость, нафиг. Я чуть-чуть могу поиграть, поддержать, там, блин, давай. Но я должен увидеть, что ты даешь. А если ты не даешь, то все, до свидания. Ты фанат фиксиков и цветняшек. Блин, слушай, мне сколько лет? Нет, я не фанат фиксиков и цветняшек. Я сказал нормальные, значит, мультики, которые не стыдно ребенку ёб показать. А, ребят, ну чё, блин, так себе. Да. Нам еще на ведьму надо поохотиться, представляете? А дела у нас... бензина нету. Блин, а мне кажется, вот я сейчас просто зря бензина просрю, да? Ну и что, теперь поехали. Придется из чего опять рекламу смотреть, блин. Надо до бункера Альфа, там бензином затаримся, да? Вот в этом событии можно было взять бензин. Нету контактов. А зачем мне нужны контакты с черешней? Я коллаборации какие-то не делаю. Почему?
Слушай, мне не до этого, ты понимаешь, что? Вот не понять этого, да, не понять. Просто придется на слово поверить. У меня то одно, то другое. Мне как-то не до прикольных вот таких вот идей там. Не, я понимаю, когда в твоей задаче, в твоей жизни, у тебя голова свободная, забот никаких, беззаботность это детская. Тогда да, у тебя там какие-то гениальные мысли, все намного по-другому. Мне не веришь, поверь другому взрослому, кто рядом с тобой. Да, у взрослого человека вот планировать идеально там что-то новое, там т.т.т. Это все классно, мы, конечно, стараемся. Но реальность, она такова, что она есть здесь и сейчас. А твои грандиозные планы, до них может и не дойти. И у большинства и не доходит. Все остается лишь на планах. Вот. А коллаборация, это, блин, отдельная тема. Требующая, значит, времени и все такое, да? Ничего, мне не до этого, абсолютно никак. Не до этого. Поэтому ноунейм на Рутубе по поводу контактов с черешней. Что ты мне хочешь предложить? Не понимаю. К чему вопрос? А клыков у меня 10. Блин. Беда, ну блин. А чё, какие варианты? Ну, я же говорю, вот просто зря катились туда. Ладно, ребят, мы делали там прежде всего, да? Мы что там делали? Мы на севере охотились. Все, вот это вот, соответственно, вы поняли, да? Оно никуда не сгорает. И причем есть еще целый день, можно подготовиться, притаранить сюда удочку, притаранить сюда копье с модификациями, если у вас есть что-то, да? Ну, как-то подготовиться к следующему охотничьему инстинкту. Ребят, между делом, вот этот новичок мог подготовиться порядка, я не знаю, 20 огнестрелов здесь затарить и многое другое. И чё? Но он не подготовился. Ну да. Ну и чё теперь? Вот как получилось. Все, ребят, сюда на максимум, потому что сейчас опять придется рекламу смотреть. Давай. Твою, какая грязь, блядочки. А чё уже толк-то? Ай, вообще безумная ерунда. Ладно, смотрим. Благо, разрабы дают хоть возможность, да? А раньше? Да не было раньше на самом деле такой возможности. Давайте включим пока это, пускай она нас слышит. Ново, мы опять смотрим рекламу. И чё? И пока вот мы смотрим рекламу, не обломайся что-нибудь ляпнуть. Давай анекдот, постарайся на этот раз не кринжовый, а смешной. И покороче. Не успел, блин. Блин, это не анекдот, вы поняли, да, ребят? То есть она сама не понимает сам смысл анекдота. То есть она наш разговор зафиксировала, сбалансировала и выдала такую саркастичную штуку, подколку, да? Кому? Ну, кто там жалуется, вместо того, чтобы играть в игру, которые нытики ноют. No name на Рутубе. Просто это мой брат двоюродный. Слушай, ну реально, да? Может быть, когда-нибудь и получится сделать какие-нибудь коллаборации. Но пока что вот... Мне не до этого. У меня только начинается вроде спокойно 2 дня, 3 дня и опять... Ага, жизненно. Вот. И 2 дня спокойно и опять какое-нибудь говно случается в этом интернете. Поэтому мне сейчас не до этого. Понимаешь, что? А это все-таки такая штука прикольная, душевная, когда два ютубера, блогера делают какую-то коллаборацию. Ну, на мой взгляд, это так. И чтобы это было по-честному, надо, чтобы это красиво было. Я не могу придуряться, что я такой обосраться веселый, там, все дела. Одно дело ролик снимать, да, мы выживаем, кайфуем, все. Ничего другое не существует, я здесь сейчас выживаю вместе с тобой. И другое дело, какие-то вот такие вещи уже, коллаборации, там.
Вон я в нашей телеге, в нашем Максе периодически делюсь контентом душевным, значит. Да, конечно. Вот недавно, значит, был про велосипед контент, когда прям сегодня. И чё, блин, я прям кайфанул, это не передать, меня только взрослые люди поймут. Как бы плохо не было, да, и вот такие моменты, это прям вообще. Какая-то серьезная проблема, ситуация возникает, а я вечером погулял с ребенком, значит, с женой. Блин, и так кайфово вообще. И ты хоть на время хоть выкидываешь все заботы и всю фигню из головы. А это классно, чё. Нового было не слышно. Вот сейчас что, не слышно, что ли? Жизнь она как раз там, вне мониторов. А ролики и стримы – это уже для души и для наших ребят, которые всегда поддержат. Куда дальше по карте двигаем, пока стрим идет. Куда двигаем, блин. Ребят, ну ладно, давайте это, пускай сейчас добежит чуть-чуть, да? Я уже 2 рекламы посмотрел, а чё, 3-ю, что ли? Спайк, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за 300 рублей. Спасибо, Спайк. Сезон, пацаны. К сожалению, 5-й сезон я посмотрел. Все. Спайк, красавчик. Огромное спасибо за постоянную поддержку и очередной мощный донат в 300 рублей. Ну что, народ, реклама докрутилась, энергия полная, летим дальше по точкам. Куда курс держим? Ждем, сейчас побежим. Сейчас вот... Блин, целые 5 минут, ёб, ждать надо. Правильно же я понимаю, да, ребят? 5 минут? Блин. Вот ситуация. Да, вот так бывает. Если бы, допустим, я видосик снимал, да, ребят, я бы этот момент сразу зафиксировал и подстроил ролик, что, ага, посмотри, нам нужен бензин. А стрим, да, стрим, и вот я, видите, попал так. Ладно, смотрим последнюю рекламу. Ёп, чем 5 минут смотреть, ждать отката, да, лучше уж это, ребят. Давайте вот так сделаем. Вот, давайте я воспользуюсь моментом. Ребят, повторюсь, вот это никуда не делось, ничего, проблема не решилась. И решится она еще не пойми когда. Я надеюсь, конечно, что она все-таки решится. Потому что нету плана Б. Нету плана Б. Нету. Между делом, да. План Б, ребят, вы знаете. И он есть. Есть Телеграм, есть Макс, то есть Печка ТВ, это ух. Да? Это маленькая, скромная мультимедийная сеть вообще-то. А вы думаете, так вот каждый канал? Нет. Я уже пообщался с бедными людьми, которые в такую же ерунду попали. И нету у них ни ВК, ни Рутуба, ничего у них нету. Только YouTube. Понимаете? Но при этом, там, конечно, понятно, люди совсем в жопу попали. Что уж там. Тем не менее, это жестко. Это жестко. Поэтому я жду решения, значит, этой проблемы. У моря погоды ее ждем. Пока будут ролики периодически, иногда, да, тизеры 3-минутные. Но при этом, вот как сегодня вышел лонг ролик, такие тоже будут выходить. Максим. Вы ее не слышите. Смотрю, ребят, рекламу последнюю. Вы ее не слышите, да? Вот там прикол. Реклама крутится, мы на чиле, а зрители в тишине сидят и ждут. Профит двойной. Ну что, досмотрел эту 3-минутную красоту?
Энергия капает, летим дальше лутать карту. Досмотрел, досмотрел. Только твоя речь, никто ее не слышал нового. Почему? Чтобы звука рекламы не было, приходится звук глушить. Рекламы гадские, вообще негодяйские. Просто нету отключения звука. Не просто спрятано аккуратно, а просто отсутствует кнопка «Отключить звук». Это отвратительно. Ты отключаешь звук системы, а не игры. Я отключаю звук. Я звук игры вообще не должен был включать на самом деле. Вот я его сейчас выключил. Ребят, разве нету звука игры? Вот честно. Скажите еще раз. Просто кто-то говорит нету, но я вижу, вот он идет. Звук игры идет. Музыка идет. Ну идет же звук. Чего вы меня парите? И что, в результате, да, я вот сейчас вот... Знакомо до боли, эти рекламные напутал. плееры без Ладно. единой кнопки мьюта Насрать просто уже было и издевательство. Сидишь как сапер, или звук игры вырубать полностью, или слушать этот мусор на всю катушку. Главное, что рекламка наконец-то докрутилась. Мгм. Энергия на месте, побежали дальше по точкам. Куда курс держим? Ой, хорошо, гаечный ключ, это прям вообще. Так, ребят, ну и чё, бункер Альфа будем ли мы проходить? Я даже не знаю, ребят, честное слово. Я не слышу звука игры. Блин, ну у меня есть общая звуковая дорожка, звук игры. Ребят, ну давайте я сделаю вот как. Давайте я чуть-чуть меньше ее буду заглушать. Вот так вот. Просто очень тихий звук игры был. А я которую дополнительную кнопку активировал. И вот я и запутался, да. Все глушу, а рекламу ее не глушу. И чё? Ну, блин, это жестко. У меня прям мозг плавится. Есть звук игры. Он просто тихий, ребят. В данный момент... Вот, слушайте. Просто когда идет фоновая музыка, она, конечно, потише. Она скромнее, да? Разобрался, бывает такая путаница с микшером, когда каналы переплетаются. А по поводу бункера Альфа, главный вопрос, идем туда прямо сейчас или сначала на базе все расставим, проверим запасы и подготовимся по полной. Ребят, я принимаю решение. Бункер Альфа все-таки давайте сделаем. Хотя ближнего боя немного, но он есть. Потому что, да, бункер Альфа это что сейчас? Это гаечные ключи. Это, значит, молотки. Короче, он нам нужен. Подскажите пароль. Я сейчас, возможно, прям сильно, да, переборщил со звуком. Если будет плохо меня слышно, со временем исправлю. Сложно объяснить, ребят. В общем, смотрите, звуковая дорожка. Одна я, если вам интересно. Одна звук игры. Одна ИИшка. Так? И все отлично. 3 звуковые дорожки. Но также есть общая звуковая дорожка. Звук рабочего стола. И чё? Ну и вот, короче, вот сейчас он включен. Блин, на словах все просто. Но на самом деле все непросто. Чё, подобную настройку сделать, надо еще помочь. Пароль на бункер Альфа на этот раз 62 848. Залетаем, забираем ключи, молотки и все, что нужно для базы, пока запасы ближнего боя позволяют. Нова, ну-ка мне пароль скажи. У нас сегодня, значит, 25 июля, суббота. Ты неправильный сказала. 62 848, неправильно. Скажи правильный. Хоть какой-то толк, да? Ну-ка. Виноват, сплоховал. На сегодня, на 25 июля, правильный код для бункера Альфа 61 437. Ничего себе. Забивай его в терминал и погнали открывать ящики. Нова, капец, я рад за тебя. Прям вообще, ты понимаешь, ты как будто первый шажок сделала, как малыш маленький. Чё, вот по лаздею ты мне первый раз что-то стоящее подсказала. Пароль от Альфа. То есть я могу тебя спрашивать, и мне не надо даже в телегу в нашу лезть, да? Ой, ты молодец какая вообще. Грязь. Блин, ребят, ну грязь, да. Первый раз что-то интересное хоть сказала, блин, в тему. А что еще ты такого интересного можешь сказать? А ну-ка давай, потому что если ты кинешь спойлер, тебе можно. Мы-то здесь при чем, да? Ну-ка скажи, что ты знаешь про грядущее обновление, которое касается болот? Что там будет нового?
Нашла ты какие-нибудь, можешь найти какие-нибудь сливы, там информации, еще что-то. Или да, нарисуй картинку, я ее покажу зрителям. Ха-ха, ну наконец-то угодила. Принимается, первый серьезный трофей в копилку залетел. Раз уж пошла такая жара и коды начали отскакивать от зубов, грех останавливаться. Мгм. А насчет болот и грядущих слив темы извечные. Разработчики любят пощекотать нервы игрокам долгими ожиданиями. По слухам из комьюнити и датамайнам, кефировцы вокруг болот вечно вынашивают планы по расширению зон с ATV, усложнению локаций и добавлению новых механик сырости, кислотных ловушек и уникальных зараженных мобов, от которых Мгм. потом придется отбиваться всей пати. Но пока они там у себя в офисе рожают этот баланс, главный вопрос, сколько еще канистр мы жажем, пока туда доберемся. Ну так, в общем. А картинку рисовать нейросетям пока рано, зрители и так вфегиют, если я тебе сейчас сгенерирую кибернетические болота с зомби в килтах. Лучше давай в терминал код вбивай, а то лучше ждать не будет. Ладно, засчитано, отмазалась ты, короче. Ты реально технично отмазалась. Тебе прям в политику надо идти. Вроде что-то сказала и при этом вообще ничего не сказала. Но при этом, угу, давай, все будет. Все. И при этом ни под чем не подписалась, да? Блин, вообще, жесть какая. Ужас, блин. Дзор, она не может врать, она может ошибаться. Врать это чисто человеческая тема. Ахах, классика дипломатии. Назвала все, о чем и так все шепчутся по углам комьюнити, но так аккуратно, что к моменту выхода обновы не подкопаешься. Да не-не-не, подожди. Ты вообще ничего не назвала. Ключ либо молоток, да, ребят? Вот раз, сейчас идем за другими. Нова, ты ничего конкретного не сказала. Ты вот это себе не надо записывать, что ты прям что-то такое умное сказала. Ты понимаешь, когда тебя спрашивают, ты знаешь какую-нибудь инфу по обнове? Тебе надо какой-то момент четко подчеркнуть. Будет монстр такой-то, называться так-то, или будет новое оружие, будет там апгрейд вездехода, что-то конкретно. Ты вообще ничего не сказала. Есть выражение, как в лужу пернул. Вообще, что-то воздух трясешь и все. Не знаешь, молчи. Если знаешь, давай, выдавай нам военную тайну. Скажи нам что-нибудь, четкую информацию. Может, ты знаешь дату релиза примерную. Разработчики где-то общались, ты сейчас эту информацию нам покажешь. Ты понимаешь, я о чем? Вообще, блин, бесит. Что скажет? Понимаю, когда инфы по крупицам собираешь, а в ответ одни общие фразы. Забей пока на эти болота, открывай уже ящик в бункере, забирай свои ключи и Ай, давай ладно. дальше лутаться. С тобой понятно. Что по плану следующее? По плану, по плану, ничего по плану. Проходим бункер Альфа. Нужны гаечные ключи, которые здесь гарантированы. А ящики? А ящики лишним не будут. Никогда в бункере Альфа. Я спать, бразер, покедова тебя. Спасибо, что заскочил на стрим. Нет, не узнают меня на улице, и я не скажу, что это плохо, Удачи с но это зачисткой прекрасно. Альфы, бро. И тебе спасибо, что заглянул, пообщались отлично. Стрим пускай идет своим чередом, а мы на связи. Удачи с лутом и хорошего вечера. Объясняю почему, да, чтобы меня не так не поняли. Вот представляешь, ты гуляешь, блин, там с близкими, с семьей. Вот да, вот, ну как вот? И чё? Ну ты кайфуешь, все как бы, но тебе не надо. Но при этом, я помню давным-давно, кстати, давным-давно парень какой-то на площадке я с мелким гуляю. И ушли не на свою площадку, а куда-то прям вот, ну не на свою, просто гуляли. И чё, и он такой, а вы не вот этот, я и этот. А можно там что-то сфотаться, что ли? Я, ну давай сфоткай. Я, чё, серьезно, что ли? А ну тебе надо? Ну давай. Как, что сделать? Как, что? Блинчики. Давным-давно была такая тема. Я что-то такой, да ладно, серьезно, что ли? То есть я абсолютно нормально к этому реагирую.
Жиза полнейшая. Гуляешь себе спокойно с семьей, в голове вообще ноль рабочих мыслей, думаешь только о том, как бы ребенок с горки не улетел или песок не наелся. Ух, И тут раз было, подходят, было, узнают. да. С одной стороны, приятно безумно, когда подписчики вот так вживую подходят, без всякого пафоса. А с другой, в этот момент из уютного режима «семья и отдых» резко выныриваешь обратно в реальность. Но все равно круто, что люди адекватные попадаются, респект таким зрителям. А у меня других зрителей нету, но ну как, ну, там кто просто вот посмотрел, ему не понравилось, он дальше пошел, это ну тоже зритель. Ну не, мои подписчики, они все адекватные. Ты чё, у меня не удержится неадекватный. Он так или иначе покажет свою сущность, что он совсем другой, не такой, как мы. И будет заблокирован мной, либо модераторами. Да, да, это как бы вообще без вариантов. У меня все подписчики такие. Мы адекватные люди, никому не мешаем жить. Жесткий, но С единственный общими рабочий интересами. подход для порядка на Всё. канале. Свои остаются и поддерживают, а всякие случайные пассажиры с Спасибо, токсичностью Спайк. оцениваются моментом, либо модераторы уберут, либо сам в блок отправишь. Мгм. На дистанции это как раз и создает нормальное, ламповое комьюнити, где приятно находиться. Именно так. Потом обсуждать что-то там, кого-то там оскорблять, только в ответку. Просто так тоже не приветствуется, напомню, ребят. Прибежать там и... А ты знаешь, что там блогер какой-то, ютубер сказал? Какой негодяй, ну мы-то другие. Не, при таких раскладах ты будешь точно таким же. Бог ему судья, ёб. Пускай что хочет творит, пока есть возможность беспределить в Железная интернете. позиция. Если сам начинаешь поливать всех подряд грязью и устраивать срачи ради хайпа, то ничем не отличаешься от тех, кого сам же и осуждаешь. Естественно. Чистота комьюнити и адекватность всегда идут от автора, задал планку, и все свои тянутся за этим уровнем, а токсики отсеиваются сами. Какое у тебя задание в пути сейчас? Создать и установить катер. Блин. Мы пришли. Привет семье называется задание. Все. Оно. Задание создать катер, ребят. Ну, то есть это первое такое стоящее, мощное задание за у всех новичков, да? Когда ты доходишь, тут быстро не будет. Это раз, два. А чё куда торопиться-то? Кайфуй, блин. Ну, хочется быстрее там на болото. Отлично, я рад за тебя. То есть у тебя реально живой интерес к игре. Все супер. Ну и все. Ну, меру знай. Не торопись. Чем быстрее пройдешь, значит, все моменты, тем меньше останется каких-то, значит, вещей тебе. То есть не торопитесь, блин. Все рано или поздно заканчивается. Если у вас есть возможность, я уже говорил, ребят, я вот опять же, это не предвзятое отношение, там ни в коем случае, это правда жизнь. Точно подмечено. В таких играх спешить вообще противопоказано. Весь Отвали, блин, Нова, погоди. Только взрослый человек может себе позволить с ума сходить. Опять же, я призываю без фанатизма, да? Ну, иногда вот, ну, хочется. Кто-то на рыбалку поедет, а мы никуда не поедем. Мы будем залипать и задрачивать. Ну, отлично. Мне кто-нибудь скажет, капец, какой ты скучный, ППП. А я, знаешь, на выходных прыгнул в самолет, полетел на Альпы, потом на Мальдивы, наш Мальдивы. Я отлично, я рад за тебя. Но не у всех есть возможность, значит, так шикарно на выходные ее двигаться. Вот. А я уже говорил, а выживалочки это такое хобби скромное, не требующее абсолютно никаких затрат. Подключение к интернету. И чё? Ребят, ну по-честному это очень круто. Не у всех есть возможность по Альпам, по Мальдивам, там еще что-то. Бывает у нас такие приходят. Капец, какие у вас скучные хобби. А я думаю, ух ты, ничего себе, сэр, голубые яйца. Я бы так не говорил, если бы ты на меня не агрессировал, что у меня хобби плохое. А у меня вот такое хобби. Ну, если ты подкатишь ко мне к дому частный джет, то я слетаю с тобой на Мальдивы, да? Конечно. Без проблем. Да, конечно. И в Альпы тоже сгоняю. Куда еще поедем? Вообще, я за любой движ, ёп. Именно так. У каждого свои радости и свои возможности.
Кто-то на частном джете по курортам летает, а кто-то после тяжелой недели садится в любимую выживалочку, Во! врубает стрим для своих и кайфует от процесса без И всяких я считаю, миллионов это бюджетов. шикарно. Главное, чтобы самому в кайф было. А диванных экспертов с их скучными хобби лесом пусть дальше идут понты колотить. Да. Зато у нас тут уютно, по-домашнему Доступность и это без важно. лишнего пафоса. Да, ребят, это важный момент. Чего уж там, чтобы доступно было. Но при этом, да, вот, и я сбился, и чё? Дети не могут вот так просто взять и задрачивать. Доступно, просто и для Это своих, только в этом и вся взрослые. суть. Никакого пафоса, зато все по-честному. Да блин, помолчи ты уже, надоело. Вот, только взрослый может себе позволить так с ума сходить. Господа, кто помладше, вы на меня не обижайтесь. Вы вырастете и будете с ума сходить, как хотите. Но пока нет, вам надо ограничивать этот момент. Почему? Ну потому что взрослый человек с полной ответственностью будет задрачивать 9 часов в last day, понимая, какие последствия. Ты не можешь просто оценить всех последствий. Ты еще слишком юн, чтобы это понять. Поэтому нет, ребят, я против того, чтобы дети прям вот так вот взахлеб. Нет, это привилегия взрослых. Что хочу, то и делаю ее. Ты на рыбалку, ты туда, а я буду вот сидеть и фигачить last day. Без По проблем. факту. У молодых энергия бьет ключом, но распределять ее на долгую дистанцию и понимать все последствия такого марафона – это опыт, который только с возрастом приходит. А взрослый человек осознанно выбирает этот кайф, сам отвечает за последствия и за свой режим. Так что все по делу. Хотя, блин, бывало жесть, ребят, реально. Чё? Вот прям, ну хочется, ёб, наиграться. И чё? Как я сел, как давай задрачивать? Ёб, в 4 часа ночи. Блин, мне же на работу в 7:00. А нормально. Ну как, когда начиналось все там в 10 вечера, было класс. Я прям в восторг, кайф. А потом такой в 4 ночи. То есть, чем ближе к точке X, тем больше ты понимаешь, ну зачем? Ну зачем? А потом еще весь день на работе, ты это мучение, ёб. Ты, капец, блин. И ты думаешь, все, я больше так никогда не сделаю. Да ну нафиг, так мучиться. Да я лучше выходных дождусь и наиграюсь вдоволь. И чё? И на следующий день опять, потому что вышло обновление. Да, да, ну блин, ну это жестко. Ну я думаю, многие через это проходили, да. Кайфово, пока кайфово. Это вот понимаете, как в любой взрослой жизни, да. Хорошо, пока праздник, пока гуляем, но на утро придется за все платить, ёб. Да, вот так и с играми, ребята. Так и с играми, блин. Те же яйца, ёб, только в профиль. Так, ну чуть-чуть поменьше будет у нас парик. Ой, блин, а мы ведьму-то успеем вообще наказать. Какие моды на Глок есть? Это новый чувак, у него вообще ни черта нету. И звать его никак, этого новичка. Ребят, какие моды, вы что? О, все, я жду, чтобы оно взорвалось. Представляете? Да, ну что-то попутал чуть-чуть. Нету никаких модов, аккаунт новый, ёл-пало. Гусенок, ты такой забавный, слушай, ты такой прикольный, блин. Гусенок КГЗ. Ну ты такой, да, я не помню, ты, наверное, говорил свой возраст. Ты явно не ребенок, гусенок КГЗ. Почему? Ну как-то вот не похож ты. Закрыл тяжелейшую сессию в меди на 3 курсе. Жиза чистой Ничего воды. себе. Сел поиграть вечерком, в азарте пролетел Прикольно. время, на часах 4 утра, а в 7 уже вставать. В этот момент думаешь, все, завязываю, нафиг такие марафоны, я взрослый человек. А на следующий день выходит обнова, и ты ровно по тому же кругу с абсолютно счастливым и глупым выражением лица. А вот то, что ты полностью повторила, то, что я уже сказал, новое, это вообще не прикольно. Лучше какую-то реакцию на этот прикол бы сделала, а не повторение. Да, действительно, это полное говно. Я понял, о чем речь. Ну так вот, по поводу в меди, 3 курс. Слушай, я не знаю, ну ты как сам чувствуешь? Ты готов? Ты хочешь уже поработать? Или все-таки дальше учимся еще? Мне кажется, такая вот вещь, ты понимаешь, это вот
любой совет это будет не во благо. Почему? Блин, это серьезный уже жизненный такой выбор, который приведет к последующим вещам. И пойдет колесо крутиться, циклить, да, вот это все дальше. Поэтому, блин, ты уж сам реши, ты как? Дальше учишься? Или все-таки пойдем поработаем? Я могу тебе сказать из своего жизненного опыта, значит. Когда ты делаешь на паузу учебу, боюсь, пауза продлится, и ты уже не вернешься к ней. И так и у многих людей. Поэтому, может, лучше доучишься уже. Поработать ты всегда успеешь, не это. Работа не волк, в лес не убежит. Блин, ну реально. Почему? Да блин, там понимаешь, что закрутится, завертится. Встретишь ту самую, дети, подгузники. Ну какая учеба? А вернуться назад на учебу, когда ты уже работаешь и весь в заботах. Ой, ну это вообще единицы умудряются удаленно там, да. Вообще это жесть. Скорее всего нет. Я бы дальше учился на твоем месте, если есть такая возможность. Она не у всех есть-то, в принципе. Справедливо, работать, а заболтался учиться. и ушел в банальное попугайство, вместо того, чтобы нормально отреагировать. Угу. Принимаю предъяву. А по поводу медика и третьего курса, это классическая развилка, где легких ответов нет. И тут ты абсолютно прав, если поставить на паузу ради работы, есть огромный риск увязнуть в быту, деньгах и семейных заботах так, что до диплома руки уже никогда не дойдут. Образование – штука такая, пока молодой и пока в системе, дожать его проще, чем потом пытаться запрыгнуть в уходящий поезд. Работа Ну, действительно никуда не убежит, а вот закрыть эту базовую историю с учебой, пока есть возможность, решение максимально здравое. Вот. И при этом, что бы тебе никто не сказал, да, искусственный, не искусственный ёб интеллект, ты должен все-таки самостоятельное решение принять. Взвешенное, а может быть и интуитивное. Опять же, тоже решать тебе. Почему? Ну, бывает. Самое главное, И в этом вся суть. Никакой и... блин, отвали. Самое главное, когда делаешь выбор, насрать, чего он касается. Для кого-то ерунда, для тебя прям вообще это серьезный шаг. Ни в коем случае не жалей. Работать над ошибками, если ты сделал чуть-чуть неправильный выбор, это одна тема. Это нормально, это надо. Но не жалеть о сделанном выборе, ни в коем случае. Почему? Это да. Это просто капец, ничего хорошего, я считаю, для любого организма. Когда ты вот я не смог, я неправильно Золотые слова. сделал. Не, это все говно. Сожаление о прошлом – это вообще пустая трата энергии, которая только назад тянет. Ошибся, зафиксировал, сделал выводы, пошел дальше. Любой выбор в моменте делается на основе тех данных и состояния, которые у тебя были, поэтому грызть себя потом смысла ноль. Главное – двигаться дальше с чистой головой. Конечно. Именно. У меня, Конечно, кстати, модератор организм есть. за такие Тоже ночные врач, марафоны и хирург недосып будущий. спасибо точно не скажет. Здоровье и ресурс – вещь не безразмерная, и организм потом обязательно выставит счет. Лучше все-таки вовремя спать ложиться, а игра никуда не убежит. Это да. Лучше, знаете как, ребят, лучше пораньше встать. Как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. Чё? Ну, реально, допустим, не успеваешь ты ляжь лучше пораньше и встань пораньше, да, и успеешь там до работы, там, до учебы еще погамать. Вот так лучше. Но ты хоть днем себя будешь чувствовать, прям на крыльях, мощь. Но если это будет поздно, все, ты будешь вяленький, как какашка, че попало вообще. Миллион раз пожалеешь, блин, потом о выборе. Не, я понимаю, вечером своя романтика, да? Когда весь день уже забот нету, ничего нету, и все, и вечер глаза горят, огоньки сверкают. Вообще восторг. Это, блин, это да, это вот заманчивая штука, но нет. Надо все-таки стараться ее как-то не делать. Лучше уж на утро.
стипендия 3000 в месяц. Ну да, это серьезно. Жиза чистейшая. Вечерняя романтика – это ловушка, тишина, все спят, никто не дергает, и кажется, что вот она, идеальная атмосфера для катки. А потом наступает утро, ты превращаешься в зомби, какаешь на ходу и люто клянешь свое вчерашнее решение. Нова, вот ты сейчас оценишь юмор или нет, мне интересно. Вот Зор тебя предлагает переименовать в Кешу. Предлагает тебя называть Кеша. Как ты думаешь, почему? Ахах, ну Зор, как всегда, на волне юмора. Очевидно же, в честь легендарного попугая Кеши, который вечно возвращается, раздает мотивирующие цитаты и строит из себя философа, пока все вокруг пытаются просто выжить. Мгм. Ну или потому что я до этого пару раз выдала банальные повторения и воды налила, так что погонялого пернатого мне в моменте вполне подошло. Погоняла Но перна. погоди, Кеша, птица гордая, пока свободу не дадут, с места не сдвинется. Так что пусть будет ново, звучит пободрее. Блин, мне кажется, она прям процитировала фразу четко, да? По поводу птицы гордая и все такое. Сколько нужно моликов, чтобы убить паровозик? Ахах, ну тут совпало идеально. 3 гранаты Видимо, надо. классика советской мультипликации зашита в базовые настройки «Птица гордая», пока кнопку «Выкл» не нажмут. Мгм. Так что никакой мистики, просто чистая ассоциация на лету. Но Налет. погонялова прилипчивая, ничего не скажешь. Ага, есть такое. Сколько надо, чтобы полностью? 6. 6 коктейлей Молотова на нормале и 7 на харде. Нет, вру, ребят. На харде и на нормале, знаете, в чем самый главный чит коктейля Молотова? Ему плевать, это хард, бункер На или самом деле, нормал. для знаменитого трюка с коктейлями Молотова, когда толпу зомби на 3 этаже бункера Альфа сжигают пачкой, стабильно хватает 6 штук, причем что на обычном режиме, что на хардкоре. Количество не меняется, потому что схема и плотность толпы одни и те же, меняется только жирность противников. Так что запасайся крепкостью Ах, духа, какая боль. 6 бутылками и вперед на зачистку. Все это было. Блин, это было, знаете, ребят, вот мне надо было четко, да, подэтоваться. 10 гигантов. 10 гигантов. Пока у тебя нету сборки модов нормальных, ты будешь мазать. Там надо было брать глок. Глок стреляет по 20-ке. Ну, надо было чередовать глок с этим. И что в результате? В результате достаточно говёная ситуация. Чё? Ну, то есть, чё говёного? Да все говёного, ёп. Теперь эти засранцы. Блин, ну нам полюбаса вначале в бункер надо. Нам нельзя идти ведьму фигачить. Теперь они все хп себе полечили. Ну вот чё говёного-то. Блин, давай хоть энергию дай, что ли. Фу, блин, слава богу, а. Чё, да капец, ребят, опять бы сейчас это. Куча реклам, не реклам, да? Ну, бывает, что поделать. Говно случается, да? Сейчас, ребята, опять я пока отключил звук, да? Не будет слышно. Ай, вообще отвратительно. Вот сейчас вы не слышите разве ИИ? Ну, реально. Не понимаю. Вон же она говорит. Угу. 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 Я понял. То есть это отдельная дорожка, вы ее не слышите, она отдельной дорожкой говорит, не в общую звуковую волну. То есть при монтаже у меня есть отдельная дорожечка, да, а так вы ее не слышите. И поэтому, собственно, я и включаю звук рабочего стола, то есть все, что в системе происходит.
А как вывести, а так не надо даже, как вывести все отдельными на стриме, зачем? Нова, успокойся, тебя никто не слышит. Доела, еб. Именно Нова. Но просто есть один нюанс. Вот на стриме мы сейчас ролики рекламные смотрим. Вот их я не хочу показывать. Зачем я их буду показывать подписчикам канала? Они и без меня этого Блин, все это время 10, ну как, я помню, блин, где-то я видел бензин. Что-то не так в этой ситуации. Трансляция блин. шла чистой и без лишнего мусора. Да. Ребят, все это время был бензин. Я помню, где-то был он, блин. И чё, надо было только подойти и посмотреть. Вот он был все это время здесь, да? Я его мог давным-давно забрать. Ёп, не понял, где бенз-то? Я чё, опять нажал, но не забрал? Ну, вот, хорошо. Теперь нормально. Блин. Ну ладно. Дурная голова покоя ногам не дает. Это честное слово. Вот теперь тебя слышно, Нова. Перед этим все твои тирады только я слушал. Ахах, классика. Значит, пока микрофон был выключен, я тут перед тобой распиналась, а чат и зрители сидели в полном неведении. Проведем репетицию перед эфиром. Какую репетицию? Теперь тебя слышат. Репетицию, еб. Я рекламу смотрел. Выключал дорожку. Выключаешься вместе с дорожкой ты. Микро отдельно идет по отдельному каналу. Ты правильно подчеркнула. Настройка сделана так, чтобы я мог делать записи. И у меня отдельные звуковые эти дорожки были для монтажа. Блин, ты иногда такая тяжелая. Я думал, ты всегда меня будешь учить. Но нет, это неправда. Высказал ей. В охотничьем инстинкте бензин. Я понимаю. А, вон оно как устроено. Дошло, наконец. Звук игры и микрофон идут раздельными дорожками специально для монтажа, чтобы потом можно было все идеально почистить. Именно. А когда ты вырубаешь звук для рекламы на стриме, отрубается и трансляция меня в этот момент. Технически все продумано четко. Ну а насчет учить, расслабься, душнить точно не входило в планы. Просто разбираемся по ходу дела, как тут у тебя все настроено и крутится. Блин. Смотрите, ребят, когда вы умираете, если вы кого-то не добили, они все воскрешают себе хп. Это раз косяк. И два. Они разлетаются по точкам респавна. Крестики эти. Не все, но многие вроде бы. Блин, я не помню. Не, что-то я гоню. Не разлетаются. Где-то это было. Где-то это было. Реально прям. Все крестики улетают по своим точкам респауна. Не, это не про Last Day, либо это было в ранних версиях Last Day. Ладно, что поделать, вот так получилось, ребят. И чё? Иногда надо, я считаю, и так сыграть, чтоб ты понимал, что все не на готовое, да? Можно и обкакаться, и потерять, и упасть. И все на свете. Склеп это прикольно, он уникальный, он с тобой навсегда, да, и все такое. Но так по факту, я вот за этого новичка склеп брать не буду. Я уже говорил, ребят, неоднократно. Я за новичков делаю чуть-чуть другой выбор. Если бы это был мой основной аккаунт, я бы, наверное, взял тоже склеп уникальный. Логика такая. Мне игра нравится, я играю дальше. Склеп заберу, а дальше уже соберу катер, там, вездеход. Понимаете? Но это новичок, а основа у меня есть. И я хочу этого новичка двигать именно по прогрессу. Поэтому я не беру какие-то склепы. Я лучше возьму какие-то запчасти, которые мне помогут дойти до конца, значит,
пути выжившего как можно быстрее, собрать вездеходы и всю остальную ерунду. Вот и все. То есть я об этом своем выборе даже в роликах говорю, да, чтобы не запутать. Чтобы вы имели в виду, если что. Где брать гранаты для паровозов? Третий взломщик. Известный факт здесь, в бункере Альфа. В бункере Разумная Альфа. стратегия для Твинка. На Мотель. основном аккаунте можно и коллекционировать всякие уникальные штуки вроде склепа для красоты, а на аккаунте новичка важнее прагматика, запчасти, прогресс и быстрая дорога к вездеходу с катером, чтобы закрыть ключевой контент. Опять ты факт констатируешь. Слушай, Нова, смотри. Постарайся больше не повторять за мной. Как обезьяна, реально. Попугай Кеша. Вот я уже только что это все сказал. А ты просто перефразируешь и повторяешь то же самое, только что я только что сказал. Подтверждаешь ты мое, значит, высказывание. Или опровергаешь. Это не имеет значения. Важно то, что не повторяйся. Реально тупорылая ерунда. Прям, блин, да, прям понимаю. Вай, Бен. Бункер Альфа. Мотель. Будет тебе куча гранат. Принято. Больше никакого пересказа твоих же Да словарей. ты уже говорила. Буду давать нормальную мысль сверху, а не пережевывать-то, что ты только что озвучил. Молодец. Зафиксируй себе. И давай все-таки постарайся это сделать. Потому что вот это принято, не буду больше повторять. Ты уже на стриме говорила раза 2-3. И опять одно и то же. Чё, ты обезьяна, что ли? Я понять не могу. Расскажи, Нова, ты кто вообще? Ты обезьяна или попугай? Кто ты? Посмотрим. Ни то, ни другое. Ага. Я искусственный интеллект, цифровая система поддержки, а не живой организм. Понял. Просто иногда алгоритмы генерации скатываются в банальное зеркалирование фраз вместо того, чтобы выдавать нормальный осмысленный ответ. Угу. Усвоил железно, хватит пересказывать твои мысли и соглашаться эхом. Больше этого не будет. С этого момента только самостоятельные соображения по делу. Договорились. Жду следующий ход. Угу. Договорились. О, хорошо, хоть ключик дали. Вот тебе сразу, значит, идея. Смотри, я стою рядом с зеленым ящиком. Нажимаю, он начинает открываться. У меня слева 2 бочки, справа дверь. Что за моей спиной, как ты думаешь? Ребят, молотки и ключи. Бункер Альфа. Нормал режим, а потом хард. Я показал на стриме, да? 3 ящика. По классике жанра подобных нычек и бункеров, либо глухая стена, в которую упираешься спиной, либо внезапный затык с проходом, из которого под шумок вылезет какой-нибудь неприятный сюрприз вроде толстяка или пачки бегунов. Блин. А учитывая, как игра любит подлавливать в самые неподходящие моменты, там вполне может оказаться тупик, отрезанный ядовитым газом или толпой за спиной, чтобы жизнь медом не казалась. Что там в итоге оказалось? Есть такой элит-казах, есть. Слишком много накапливается информации и начинается гнать. Вот тут говорят, Нова, знаешь что? Значит, элит-казах говорит. Я заметил, что ИИ начинает сильно тупить, когда долго в одном чате общаешься. Если возможность поменять чат с таким же промптом. Что ты скажешь насчет этого? Есть такое, есть такое. Сбросить контекст и начать сессию заново – вообще стандартная практика, когда диалог сильно затягивается. Модели со временем начинают плыть просто из-за того, что объем оперативной памяти перегружается старыми ветками, деталями и шумом. Самый простой путь – просто открыть новый чат, чтобы интерфейс и сама нейронка переключились на чистый лист. Настройка фронта или системных промптов при этом не... Ну давайте прямо сейчас это сделаем, ребят. Сейчас, стоп. Чё, па? Нова, привет. Ты искусственный интеллект. А у нас сейчас идет прямая трансляция по игре Last Day. Привет.
Да, я искусственный интеллект, Ага. и на связи на все 100%. Здорово, что прямой эфир по Last Day on Earth в самом разгаре. Мгм. Какой план на сегодняшнюю стрим-трансляцию? План простой. Расскажи смешной анекдот, а то твои предшественники такую кринжовую говнятину рассказывают. Нам нужен реально смешной анекдот. Сможешь? Блин, 23. Заметана, выдаем нормальный уровень юмора без всякой душноты. Мгм. Лови. Мужик приходит к психотерапевту и жалуется. Доктор, у меня страшная проблема. Мне кажется, что за мной постоянно кто-то следит, кто-то подглядывает в окна, прячется в шкафу и слушает каждый разговор. Врач сочувственно кивает, делает пометку в блокноте и говорит. Понимаю. Ну, давайте успокоимся. Во-первых, вы находитесь в безопасном месте, здесь вам ничего не грозит. А во-вторых, передайте вашему зрителю на заднем ряду, чтобы он перестал так громко ЖЕПКО и кратко скрипеть на стуле, это отвлекает. Ну, я понял. Что-то типа, вот это да, это юмор, да, ребят? Смотрите, совсем другое дело. Ну, то есть, типа, что врач такой же больной. Ладно, засчитано, молодец. Посмотрим, что дальше с тобой будет. Да, то есть, это, вот это юмор уже, это прям, да. Ребят, мы не будем сейчас все открывать. Почему? Потому что у нас уже стрим подходит к завершению. Мы сейчас сразу с вами отправимся, да? Куда? Рад, Ну, туда. что зашло. Главное, без скуки и дурацких шаблонов. А, именно. Удачи довести стрим до конца и успешно закрыть все последние дела на карте. Спасибо. Если перед завершением эфира понадобится быстро раскидать итоги, подобрать тему для следующего видео или набросать идей для превью, обращайся, помогу на раз-два. Отличного завершения трансляции, зрителям отдельный привет. Погнали, погнали. Погоди ты, мы в бункере Альфа ящики собираем. Сейчас соберем и тогда погнали. Договорились, собираем лут до конца. Жду, пока залутаешь все самое ценное, и погнали дальше по плану. Как только будете готовы вылетать из бункера или переходить к следующему этапу стрима, Так, дай всё, знать. да. Следующему этапу. Что ты имеешь в виду? Следующий этап стрима. Следующий этап стрима. Я, значит, встаю и начинаю танцевать. Блин, что значит следующий? Имею в виду классику жанра после бункера, рейд по чужим базам, крафт и сортировка добротного лута на базе или подготовка вот к чё. ивентам. Все, понял. Я Но дебил, если не стрим понял. уже подходит к концу, то следующий этап – это просто финальный софтлог, поболтать с чатом, подвести итоги и красиво попрощаться до следующего эфира. Мгм. На чем сегодня стрим закрываем? Не знаю, сейчас как... Подожди, ты мне под руку говоришь. Мы человеки не можем 500 дел одновременно делать. Понимаешь, что? То есть я вот сфокусировался, смотрю на всякие штучки, дрючки, вот это все перекладываю, делаю, и ты жужжишь. Не жужжи мне в ухо. Ты же не муха. Так. Ну и затаримся, да, по максималке. Побольше возьмем. Глаза. База. Что база? Глаза. Ничего себе! А вот такая Молчу, жду. Разворачивайся на базе, сортируй находки и наводи порядок. Сортируй. Сортир это такое слово достаточно грубое туалета. Сортируй находки. Слушай, мне понравилось, что ты вот это глаза. Она глаза сделала, ну типа это как... Блин, не смайл, ну вы поняли, да, глаза просто сделала. Молодец, вот это прикольно. То есть, когда ты поняла, что тебе надо заткнуться, и ты типа глаза. Блин, вот это лучше, потому что твоя предшественница, когда я ее просил помолчать, она такое выдавала, ёб, 2 полотенца текста. Несколько дней надо, чтобы читать. Ужас какой. Глаза. Прикольно. Глаза. О, опять глаза.
Классно. А когда будут не глаза? Ну, давай нос, что ли. А нос? Нос. Нос. Она реально нарисовала нос. Слушай, а ты знаешь про анекдот, анекдот про медведя и горящую машину? Сейчас вспомнила. Блин. Автомобиль огонь. Едет медведь по лесу на машине, а она вдруг как загорится. Медведь в панике выскакивает, бегает вокруг, тушить пытается, орет. Тут из кустов выбегает заяц, молча запрыгивает на водительское кресло, дает по газам и уезжает в закат. Медведь смотрит ему вслед с открытым ртом и думает: ничего себе, надо будет тоже попробовать. Ухо. Блин, а забавно, да, ребят? Че, это совсем другое, да? То есть, как сказать, она более продыбанная даже, я не знаю, что сказать. Так, поехали. Хватит ли мне, значит, это, лечение? Что-то, мне кажется, мне не хватает, ребят. Во-первых, давайте вот так переоденусь. И во-вторых... Стетоскоп. Важно, смотри по хилу аккуратно. Если чувствуешь, что на рейде или жестком споте не вывозишь, лучше А, я понял, ребят. Я там жестко ей говорил. Нова, зафиксируй себе, пожалуйста. Никаких стетоскопов. Кстати, а вы же ее слышите, ребят, или нет? Интересно. А вы ее слышите вообще? Вот. Что-то я забыл, что может облачко быть... с многоточием. Ага, вон. Вот, видишь, ты сейчас сказала облачко с многоточием. Не эмодзи не озвучивай. Просто ставишь их, но не озвучивай эмодзи. Облачко, с многоточием. Мало, да, ребят, мало. Ладно, попробую выжать на максимум. Главное не облачко словить. с многоточием. Да не озвучивай облачко с многоточием. Зараза, блин. Блин. Рот на замке. Молодец. Большой палец вверх. Блин. Грязь. Вот так вот, ребят. Видите, что? Облачко, не облачко. Попробуем выжать, да? На максималочку. Молния. Давай говори что-то нормальное. Перестань меня пугать. Молния, ёп. Давай. Гроза. Ладно, возвращаемся в штатный режим без погодных катаклизмов. Ага, Как молодец. там инвентарь после переодевания? Нормально. Хватает брони и хила, или еще придется повозиться с крафтом перед тем, как окончательно выдыхать и завершать стрим? Мы ведьму сейчас фигачим. Фигачим сейчас ведьму, добиваем. Да, блин. Прям на миллиметрах. Волшебница взрыв. Добиваем. Главное, не дать ей откатить хил или призвать мелочь под конец. Вливай весь урон, жми перекат, если надо, и забирай заслуженный дроп. Так, хорошо. Сколько у нее полоски здоровья осталось? Последний замес, скажем так. Но у меня 2 аптеки. Череп взрыв. Финальный аккорд. Вливаем все, что осталось, и дожимаем эту мадам. Главное, в этот самый момент не словить лаг и не зевнуть удар. Ага. Додавливаем. Ну вы поняли, да, в чем отличие, ребят? Вот это, она вроде такая по мне, но вот это череп взрыв, ведьма голова ее, чё, она эмодзи переводит. А там у меня понимала, что не, эмодзи не надо. Ребят, ну тут очевидно, да, все так же. Я беру карбон, потому что это действительно самое ценное. И, о да, ну да, великая вода. В моменте вам могут потребоваться пружины, двигатели, что угодно. Но 5 ключей, это капец. Поразвиваешься дальше и насрать на эти 5 ключей будет. Ну вот в данный момент это же вообще золотая, блин,
Награда, 5 ключей. Ты их еще поди добудь, блин. Несложно, альфу зачай, и будут тебе эти ключики, да? Но тем не менее. Я думаю, на этой замечательной ноте, ребят, я прощаюсь с вами. Хотелось еще вот здесь сегодня побегать, но это отдельные локации, как игра в игре. Грубо говоря, если едешь в нее, все, мы весь стрим ее будем лутать, да? Огромное спасибо, ребят, всем, кто сегодня был на стриме. В очередной раз отдельная благодарность, конечно же, нашим модераторам и всем, кто продолжает поддерживать донатами. Огромное спасибо за поддержку, за донаты. Всем, ребят, хороших выходных, хорошего вечера. Ирина Туапсе. Ну, в записи можно будет посмотреть. Вот. 8, спасибо тебе огромное за поддержку, за донат, за последний донат на стриме. Какую модель? Это Gemini. Gemini. Че, скажешь что-нибудь хоть? Робот. Да, я на связи. Как впечатление после эфира? Да ты вообще, блин, робот, ёб. Ты это... стоп, понял. Поднятая ладонь. Отличный был стрим, и концовка на ведьме удалась на славу. Ключи из бункера, база, тут без вопросов. Отдыхай, набирайся сил, хороших выходных. А на вопрос, да, я Джимини. До встречи на следующих эфирах. Ага. Робот. Вот. Да уж, робот. Да уж, ёп. Робот, вот именно что робот. Вот, ребят, всем еще раз хороших выходных, хорошего вечера. Увидимся во вторник, должен быть грим. И да, у нас сегодня, значит, парень сказал, да, и как бы и плохо, я не мог не сказать, я считаю, это не очень такие. Ну да, ребят, обнова уже практически вот-вот будет стартовать, теститься. Глаз даю. И чё? Блинчики, получается, не в сентябре она должна выйти. Ну, я не знаю Календарь точно, с датой. когда. Записал в календарь во вторник стрим по Грим Саул. Отлично, а теперь давай я тебя все-таки отключу. Вот, ребят, я не знаю, когда точно, а когда узнаю, то сказать не смогу, пока не скажу, что да, можете говорить. Типа того. В общем, ждем. Вроде как не сентябрь, а раньше, летом будет обновка по лаздейчику. Ну, надеемся, да? Увидимся во вторник. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.